Приветствую всех, кто есть на стриме, тех, кто в записи будет его когда-то может смотреть. Привет, Игорь. Продолжаем. Уже 4-й стрим у нас сегодня по Dying Light. Продолжаем его проходить. Все еще на этих самых первых локациях. Не знаю, сегодня мы доберемся до вот этих вот или еще нет. Не, пока страшно на них смотреть. Что еще тут есть чем заняться? По планам у нас сегодня опять и по сюжетке продвинуться, и по всему остальному продвинуться, как обычно. Как я уже 3-й стрим подряд говорю, у меня такие предпочтения тут все-таки будут и то проходить одновременно, не оставляя там на какой-то отдельный стрим по дуб-квестам или что-то типа этого. Еще у нас в прошлый раз стрим закончился на вылете. Я такой еще подумал, что, наверное, игра уже намекает, что все, хватит, пора уже. Я и так думал, что уже скоро надо будет закругляться. А тут еще игра такая подтолкнула, что все, хватит с тебя. Ну, мы и закончили. А загрузились мы сейчас где-то не там, где я закончил. Из-за вылета, походу, сохранение немножко не там произошло. Поэтому нам надо будет опять сейчас немножко пробежаться до низу. У меня еще тут квест вот этот почему-то светится. Хотя я испытания сделал, и они сохранились, вроде как я вижу. Может, сама награда просто еще не сохранилась. Надо награду взять. Потом я хотел пойти на вот этот квест взять еще его. И тут рядом как раз сюжетка. У нас еще ночь сейчас. Так что сейчас побежим. У меня голова болеет раз в год по неделе, когда погода меняется. Сейчас это и происходит. Ну да, сейчас как раз такой период. И вообще какая-то погода странная в последнее время. Вот недавно опять было уже потепление какое-то. Отопление уже выключили, все дела. А тут опять какие-то заморозки начались. Минусовые ночью опять. Холодно прям капец. Поэтому я ложился спать рано. А сегодня как себя чувствуешь? Выспался, кстати, или... Опять сегодня рано ложишься? Так, я пока побежал. Насчет, кстати, этих паркурных квестов. Я прям на первых стримах обещал, говорил, что нет, я их проходить не буду. Уж точно. Нет. Но вот на прошлом стриме чуть-чуть их попробовал. Мне немножко даже понравилось. Удивительно. Но на стримах я больше их именно все-таки действительно проходить не буду. Вот паркурные квесты вот эти вот на время. Дальше вот такие вот штуки, где надо в центр изучения спускаться, где ты просто лутать. Такое я тоже, наверное, вне стрима буду делать. Ну и что-то типа подобное, наверное, еще. Вот такие испытания боевые, которые мы даже не пробовали еще, кстати. Всякое такое. А на стримах вот, как обычно, квесты сюжетные, дополнительные. И что-то, может, еще новое, особенное. А вот уже такая более-менее рутина, которую мы вот на прошлом стриме глянули. Вот этот центр, по крайней мере, там довольно много времени ушло на этот лут подземный. Так что лучше я вне стрима уже все подобное буду делать. Тут еще, кстати, тоже. Вроде галочка стоит, что пройдено, но награда не забрана до конца. Хотя и по уровню там рановато мне показывает. Может, сюжетное место было, например. Уже лучше, но может к ночи заболеть. Это как эти самые суставы ноют. Только у тебя голова болит на погоду. А у кого-то там ноги выкручивает, колени, суставы ломит. На погоду. У меня вот только из подобного чего-то сезонного это только аллергия какая-то. Позднее весеннее, раннее летнее. Не знаю, в этом году опять, наверное, она будет по классике, по традиции. Скорее всего. Опять где-то в мае. Зацени мой товар. Ну, выкладывай. А в остальном
Ничего вроде мне такого нет, что прям в сезонах происходит. Возвращайся как-нибудь. По типу боли каких-то, еще чего-то. Так, мне еще дальше. У меня только с головой такое. Понятно. Понятно, и тут тоже с этим все понятно. Еще чуть-чуть очков потеряли. Эх. Ой-ой-ой, уже что-то кто-то где-то тут рядом кричит на меня. Так, не понял. Что у меня это светится? Не сохранилось все-таки одно испытание, да? Блин, да, не сохранилось. Эх, долбанный вылет. Я же там сделал все эти 3 испытания, награду получил, до следующего квеста побежал, и вот. Ладно, сейчас постараемся быстренько еще раз его пробежать. Я только сказал, что я на стримах уже не буду это делать. Но раз тут всего один перед наградой этой, то ладно. Так, вот это меня сейчас все заруинит, походу. Этот недопрыг. О, давайте заново. Что у нас в игре вообще происходит? У нас последствия из первого Dying Light. Человечество придумало опять какое-то биооружие. Биооружие вырвалось, люди все заразились. А конкретно в этой части уже все происходит уже в каком-то там будущем, когда уже все человечество почти вымерло, остались только какие-то выжившие мелкие городишки, которые сами люди себе тут соорудили. Ну, чем-то похоже на вот этим всем происходящим в The Last of Us. Мы играем за Пилигрима, который доставляет посылки как раз из вот этих вот всяких мелких городишек выживших. В этом городишке конкретно мы застряли по сюжету. И вот разбираемся с местными потасовками. А еще вообще главная задумка, мы ищем типа сестру свою от какого-то главного злодея фамилии немецкой. Какой-то доктор там или что. И он вроде как в этом городе как раз, поэтому мы по дополнительной этой причине тут и застряли. И разбираемся, где она, что она, что тут, куда тут. По пути, естественно, выполняю всякие побочные штуки. И помогая местным с их проблемами. Надеюсь, ввел курс дела. Золото. Развалины дворца. За товарища в тряпках играем? Да, в прямом смысле. Во. Товарищ в тряпках. Это есть действительно так.
Готово. Твои пчелы выживут. Прекрасные новости! Спасибо! Держи сувенир за труды. Если окажешься в наших краях, дам еще работенку. У моих пчел здоровый аппетит. Так, вот это вот доделали. Хорошо, что сохранение еще дальше не осталось где-то. Так, и дальше я бежал вот сюда. Не надо на меня кричать. Когда мы отдыхаем, то я вижу все эти несчастные лица и думаю, что больше никто себя не любит. Никто Был себя не единственный любит. способ этому научиться. Никто? И никогда? Никогда? Ну и мрачняк. Да? Как думаешь, каков первый шаг к тому, чтобы полюбить себя? Мне так нравится этот ответ, я так хочу его выбрать. И я это сделаю. Ты какой-то духовный гуру? Завербовать меня хочешь? Нет, я не гуру, я обычный человек. Первый бери. Я скитаюсь у станции Тебе тоже метро, так понравилось, что да? я в относительной безопасности. Но раньше я был флористом в Тринити. У меня был магазин «Цветущий тюльпан» рядом с базаром, когда там еще была церковь Святой Троицы. Я вырос в приюте, среди множества равнодушных людей. Возможно, поэтому меня привлекли цветы. Но люди перестали их покупать после начала эпидемии. Это понятно. Разумеется, но была пожилая женщина. Только ради нее я не закрывал магазин. Она приходила каждый день, будто все по-прежнему. Ее посещения скрашивали мои дни. Но однажды она не пришла. Но ты же не думал, что так будет вечно? Может, и думал. Я растил для нее особенные розы. Ее последний заказ. У меня рука не поднялась их выбросить, так что одну из этих роз я засушил для нее. Ой, там у нас гости на фоне. Ему там нормально, что мы тут стоим, разговариваем? Привет. Ему вообще на нас пофиг. Жесть, страшно. Я пока не хочу заканчивать диалог, а то меня сейчас там ваншотнут, как только диалог закончится. И прям на ухо мне правое дышит. Ей было бы приятно знать, что ты ее не забывал. Да, я бы хотел передать ей эту розу. Возьмешь ее? Она мне никогда не говорила, где живет, но однажды я спросил, где она разводит цветы. Она ответила: в прекрасном стеклянном доме, где раньше был старый курган. Вот, возьми розу. Пожалуйста, отыщи эту женщину и передай ей. Вроде ушел. Нет, вот он стоит. Ага, квест прям тут рядом. Отлично, но сначала сюда. Ага, еще один магазинчик. Тут еще один ревенант, к которому я не ходил. Давайте-ка глянем. Там я к одному ходил, но
Там рядом болтался вот как раз вот этот вот черт, который мне всю малину портил. Там он был куда опаснее, чем сам босс, как будто бы. Посмотрим, что тут. Если тут один босс будет, то еще, наверное, ладно. Если опять эта фигня припрется за компанию, будет мерзко. Привет, странник. Лайк поставил и убежал. Красавчик. Жалко, что убежал, но за лайк. Молодец, спасибо. Одобряю, благодарю. Вот и эта дрянь. Ау. Прыгун. Беру свою вундервафлю. Так, ты там не взрывайся, надеюсь. Шли вон. Не, только не говорите, что опять эта дрянь приперлась. Нет, это просто прыгун какой-то вроде. Кыш. Красиво. Горит. Нормально. О нет, оно приперлось. Ну почему ты всегда должно припереться и все мне испоганить, тварь ты такая. Или он меня не заметил? Давай-ка иди сюда бегом. Я тебе Нет, оно меня заметило. Тварь, ненавижу тебя. А до этого быстрее добивать. Ну да, сейчас ваншот и до свидания. Так все хорошо шло. Не попал? Не-не-не, не все сразу, не все сразу. Один удар ему остался. Не отстань ты от меня. Блин. Хилься давай, хилься. Так, где? Добить. Все. Мне главное, что сохранится моя победа. На все остальное пофиг. Так, валим. Делаем ноги. Все. Чао, бомбину. Ух. А за награды я потом схожу. Так, куда? Сюда. Еще один. Стеклянный дом. Он как-то связан с той цветочницей. Может, стоит проверить.
Встаньте. Так, передышка. Вот это отлетел. А вот... Кыш. Кыш, кыш, кыш. Цветочки. О боже! Откуда вылезла, блин? Гример долбанный. Прощай, цветочница. Вот что с ней произошло. Понятно, почему она каждый день ходила в цветочный. Ее сын должен знать, что его любили. Сын, значит. Так, надеюсь, эта тварь уже оттуда ушла, и я могу забрать свою награду. Там еще ультрафиолет, надо восстановить иммунитет. Эть. Заберись. Пошел вон. Восстановились. Теперь награда. Такс, что у нас тут? Блин, ползут уже, ползут. Моя прелесть. Восстановление выносливости. Урон, опыт. Сопротивление урона от зараженных. Наверное, лучше дожить. Две брони еще есть. Тут урон паркурных атак для меня не особо важно.
Отвлечение, да, ну... Тут еще опыт. Ладно. Так, вот тут качаем теперь вот это. И 2 очка паркура у меня есть. Рывок. Угу. Так, это нет. Мягкое приземление. О, вот это очень звучит хорошо. Быстрый подъем. Беру. И вот это беру. Шикарно. Все, забрали. Перейдем сдавать этот квест и на сюжетный сразу. Все идет по плану. Ай. Блин, сюда что ли? Днем лучше. Подалеку враги написано было. А тут не хочет. Ох уж эти враги. Еще эта тварь опять подошла. Ну уйди, что ты стал? Вот ведь душнил. Давай, бегу. Закрой дверь. Аптечка. Желтый топор. Неплохо я сюда зашел. Уже скоро утро. Я один раз на стрим зашел, когда он уже закончился на следующий день. И увидел там сообщение про Nine Souls. Так вот, я и сам думаю поиграть в нее. Да, это Саша, да, спрашивал. Я, правда, на стриме не ответил, но я ему в Дискорде ответил насчет этого вопроса. Что он спрашивал, не планируется ли. Я ему ответил в Дискорд, что нет, не планируется, но я глянул потом после его вопроса в интернете, что за игра, то я опять ее впервые слышу. И она мне прям понравилась. Я потом даже на каком-то из следующих стримов с Азелием говорил, что я что-то даже немножко задумался про нее. Прям выглядит очень классно. Опять уровень повышен. Что берем? Крушение. Ух ты, это типа быстрое, бесшумное убийство с воздуха, как в Assassin's Creed. Удерживайте L1.
Интересно. Убийство ножом. Может это взять? Давайте. Пригодится, думаю. Двойное еще убийство ножом. Тоже звучит очень интересно, но это потом уже. Новые штани. Не. Тапки серые. Ну, это такой же, как у меня. Только урон покруче. Нормально так. Меняем. Крутая штука. Ага. Вот. Сам думаешь поиграть в нее? Ты DLC Silksong сразу стримить будешь, как оно выйдет, или чуть позже? Не знаю. Это зависит от того, будет ли у меня какие-то там по времени проблемы, или по возможности проблемы будут ли какие-то. Если прям все окей, и возможность сразу всего будет в первый же день, то, наверное, первый. Постараюсь. Если что-то там будет не так, то может чуть позже там. Ну, вряд ли прям сильно позже. Скорее всего, где-то там на пару дней, на неделю максимум позже. Скорее всего, почти сразу где-то. Я ее нашел. Боюсь, она умерла. Была среди своих цветов. Она умерла спокойно. Так и было. Она написала письмо, где упоминает тебя. Правда? Да, вот. Прочитай его. Эта женщина была моей мамой. Вот это поворот. В детстве я часто представлял, как моя мама выглядит. Я смотрел на детей с мамами в парке, и мне становилось тяжко. Боялся, что свою маму я никогда не увижу, не возьму за руку, что ей на меня плевать. Но ей было не плевать. Я много лет видел ее каждый день, каждый день. Я не ожидал, что она... Может, поэтому я не могу выбросить ее цветы. Спасибо, Эйден. Любовь еще жива. Мне нужно побыть одному. Все, что она не сказала, все могло бы быть по-другому вообще. Спасибо, что передал ей розу. До встречи, Эйден. А вот уже и утро. Это типа драгоценность какая-то, уникальные ценные вещи. Как дорого за него заплатят. Эх ты. Все бы тебе продать. И так 9000 монет. Пока не знаю, на что их тратить даже. А это уже что такое появилось тут? Только что тут ничего не было, блин. И значки вопросов как будто из воздуха появляются иногда. Ну, я же тут был. Ревенант. А это уже новое. Обновилось, что ли? Только уже 6-й уровень надо, ничего себе. Нет, спасибо, я на сюжетку теперь. Нужно экономно распределять энергию. Начать еще недели назад.
Здравствуйте, гражданин. Добро пожаловать в командный центр миротворцев. Гражданин. Кто-то мне уже говорил. Надо бы раздобыть новое оружие. Блин, я когда в эту локацию захожу, мне всегда вайбами метро отдает. Это, собственно, и есть метро, но именно игрой метро. Из-за этого самого метро, как бы это ни звучало, и отдает вайбами. Даже небольшое желание опять появилось поностальгировать, поиграть. У меня и так когда-то давным-давно планы были Хорошо. на канале его прав. застримить. Это была ловушка. Похоже, ты подобрался близко к правде. Когда-то. Или они убили Лукаса, или знают кто. Мы их разговорим. Как ты это сделаешь? Захватив водонапорную башню. Джек и Джо куда-то свалили. В башне почти никого не осталось. Это единственный источник воды в районе. А у кого вода, у того и власть в старом Велидоре. Значит, ты возьмешь ее штурмом? Мог бы. Если там не будет бандитов, базар поставит свою охрану. Как только они увидят миротворцев, начнется заварушка. Но я не хочу давать им повод для войны. Однако, если кто-то без шума захватит башню, им придется смириться с этим фактом. Значит, ты хочешь, чтобы я туда забрался, да? Да, я обезвредил бы взрывчатку, заложенную Джеком и Джо, и зачистил башню. Но будь осторожен. Башня – самое высокое сооружение в округе, а единственный путь наверх перекрыт. Я могу попробовать. Похоже, это единственный выход. Хорошо. Давай. Если ты справишься, мы сможем надавить на базар, чтобы они сказали нам, кто убийца. Вот это его, скорее всего, Это они Очень надавим. высокая башня. Вот его он взял. Просто из воздуха на людей наезжает. Потому что он так думает, что это они что-то знают, и они что-то скрывают. А если нет, то он потом просто скажет: ой, извините, я ошибался. Просто зря кучу на вас проблем навалил. Я переобуваюсь. Так, теперь сюда. Эйден, как успехи? Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Айтер хочет захватить башню и заставить говорить жителей базара. Так вот, как он ищет убийцу Лукаса. Не такой уж он идиот. Но поосторожнее с Джо, Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. Поделиться с нами своей историей. Сара, Она выше, чем я думал. Так. Я либо к этой подходил уже, либо похожий. По-моему, к похожей, да. Вот к этой я, по-моему, ходил. Нет, это больница. Или к этой, блин. Если к этой, то я тогда не нашел тут прохода. Интересно. Куда мне тут? Прямо вход, да? Гениально, конечно. Ну, кто бы сомневался. Я так и знал, что сюда, наверное, именно по сюжетке только можно будет пройти, больше никак. Сколько уже прошли? Этого нельзя допустить. Ну, меньше половины, Башня заминирована. скорее всего. Обезвредь заряды. Быстрее. Если судить именно просто по карте, то это еще только первые локации. Тут вот еще дальше целая огромная основная зона, насколько я понимаю. Вот это вот все. Тут вот это вот еще недоступно даже до сих пор. Уже 4-й стрим вот именно эти локации исследую. Хотя мне говорили, что именно сюжет тут небольшой. Тут много именно всяких доп. Заданий, побочек всяких разных, испытаний на время паркурных и боевых.
Всякое такое. Такое я, наверное, все вне стрима буду делать. А на стримах это, наверное, поменьше займет времени. Хотя, кто знает. Мгм. О, вот это надо. Обязательно. No. Ага. Ты нас убьешь. Мы живыми не уйдем. Никто не уйдет. Дай мне детонатор, Джек. Нет. Мы хотели собирать дань. Только и всего. Джек, Сейчас им будет дай сюрприз. сюда. Они это заслужили. Они умрут. Джек, предупреждаю. Готово. Вода спасена. Еще ингибиторы. Моя прелесть. Еще выносливость тогда. Это такие же, как эти, почти. Брони больше. Очков опыта, урона больше. Сопротивление урона от зараженных, восстановление выносливости. Урон от кастетов. Каких еще кастетов, блин? Ладно. 3 хороших стата лучше, чем что-то другое. Зато брони больше, процентов больше. Еще кто знает, кто меня тут больше будет бить. Зараженные или бандиты в скором времени. О-оу. Таки получилось. Таки да. Я устрою вам фейерверк, который вы не забудете. Пошли нахер! Больше никакой воды! О как.
Нас все равно наебут. Или эти засранцы с базара, или миротворцы. Чел, стой спуститься, нас схватят. Бля, все просрали. Просрали. Всех нам не одолеть. Поэтому пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Джо, я не хочу умирать, придурок. Эй, кто здесь? Стой! Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь! Ты же сказал, что не хочешь умирать. Или другой. Уже хотите? Я нашел бомбы. Поговорим? Время переговоров прошло. Мы все нахуй взорвем. Вы не слышите? Все кончено! Я хочу свалить и живым выбраться из города. Поможете мне, я помогу вам. Ты сам знаешь, Джек, нас никто отсюда живыми не выпустит. Слушайте, я пилигрим. Пора уже все взорвать. Ну взрывай. Бросьте, вы этого не сделаете. Не слушай его, Джек. Это конец. В пизду все! Не знаю. Мне страшно. Джо, подожди. Джо, это не тот пилигрим, что недавно появился на базаре? А у вас тут много пилигримов. Хоть Папа Римский. Какая разница? Не понимаешь? Если он пилигрим, он может нас вытащить. Вывести из города в безопасное место. Я не верю этому Хуиле. Ты никому не веришь. Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни. Послушай меня хоть раз, блядь! Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Чтобы он свалил с базара. После того, что мы узнали от миротворцев. Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех. Предупредили? О чем? Но что Лукас готовился арестовать его за оружие, и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, Барни попытался всех переиграть. Так Барни знал, что Лукас идет за ним? Придурок хотел начать войну в старом Виллидоре. А нам это все нахер было не нужно! Деньги, кристаллы — это другое дело. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку. Но, Пилигрим, выведешь нас из города или как? Успокойся, Джо! Сам, блядь, успокойся! Выведи нас из города, Пилигрим, в ближайшее поселение. И никто не погибнет. Ну блин, они вроде и мудаки, но я не знаю. Я могу вывести вас из города, но мне нужно уладить кое-какие дела. Спрячьтесь и ждите. Звучит очень рисково. Кто не рискует? Он врет, Джек. Выхода нет. Сука! Мне это не нравится. Блядь, я не... Ладно. Мы будем ждать в туннелях около мотеля Танго. Как доберемся, подадим сигнал. Разумно. А теперь отдай детонатор, Джек. Мишка Барни. Не, тут Барни это самый противный, самый бесячий меня персонаж за всю игру пока что. Я, блин, с первого взгляда его возненавидел максимально. А теперь, когда вот раскрылась вся правда про него, я его вообще готов разорвать на кусочки. Хорсшу – старейший район города. Отдельные здания в нем Хорсшу. относятся аж к 15 веку. Хорсшу подкова получил название в честь стен, что его окружают. Здесь же стоит водонапорная башня. Прежде на ее месте была колокольня военного форпоста. Улочки Хорсшу носят странные названия, значения которых давно забыты. Тут расположены мастерские и антикварные лавки. И царит дух былых дней.
Величайшие поэты искали вдохновение в Хорсшу, и души их все так же реют над крышами. Может быть, храбрый путник, Хорсшу вдохновит и тебя? В наши дни Хорсшу – самое любимое место для свиданий. Как-то я встретилась там с мужчиной. Познакомились в приложении. 30-летний тренер дельфинов с телом греческого бога. Увы, навстречу пришел 50-летний продавец пылесосов вместе со своей мамой. Ой, как Свидание неожиданно. не задалось. Зато мне за копейки достался отличный турбопылесос. Вот, и тут какие-то плюсы нашла. Ну что, Эйден, ты же умный. Решай, кому достанется вода. Вот это очень хороший вопрос. Отдает объекты зону вокруг него миротворцам или выжившим. Миротворцы ставят в зону боевые ловушки, выжившие ставят приспособления для паркура. Ну понятно. Война банд, группировок, все дела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тросы или автомобильные ловушки? Блин, и то прикольно. А что там дальше? Бритвомет. Ага. А тут подушки безопасности. А дальше посадочные мешки. Ничего себе, какие прикольные мешки. Оживление выжившими. Да вы что? Вентиляция. Но это еще далеко в будущем, вообще на парапланах каких-то. А тут что там дальше? Электрические ловушки. Арбалетный комплект. Ну там чисто паркур и выживание, а тут прям на бой ориентированное. Тут и вот новые оружия, бритвометы, вот эти арбалет, ловушки всякие, лампы Молотова. Ну да, еще ловушка. Ну, я что-то не представляю, чтобы я всем этим прям пользовался. Я себя знаю, я не особо любитель вот этих всяких штучек. Вот это заманивать всех зомбей под конкретную фигню. Если по пути получится, то ладно. А прям вот заманивать, играть чисто от вот этих всех штуковин, то я что-то как-то не знаю. Оно может и не пригодится. Вот, допустим, пойду по этому пути, оно всем не пригодится толком. Потому что даже пользоваться им не особо буду. Вот паркур, он универсален такой. Тем более вот эти вот оживления мне звучат прикольно. Давайте пойду по пути выжившим, наверное. Мне тут больше нравятся эти бонусы. Не чисто из-за группировки, а чисто по бонусам. Вот бонусы мне там более приятные, выглядящие, чем там, ну и поэтому выбрал это. Но чисто по группировкам мне пока ни те как-то особо не впечатляют.
Красиво. Новый квестик сразу же тут рядом. И на этой половине вроде больше ничего такого важного, срочного. Испытания только парочка. И всякое такое. Тут вот этот вопросик с метро до сих пор непонятный. Опять испытание и вот тут что-то. Ветряк. Не знаю, я там еще не был, по-моему. Может, тоже важное какое-то сюжетное место или так. Вот в этой части тут еще много чего есть, смотрю. Квест, еще вопросики. Тут вопросики. Ну, а тут внизу вроде тоже только испытания. Это дополнение. Это Хакон, так. Эйден, где тебя носит? Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Лукаса и убили. Думаю, стоит обыскать убежище Барни в мотеле Танго. Я позабочусь о безопасности. Можешь обыскивать комнату Барни. Путь свободен. Никому меня не обогнать, придурок. Привет, Молния. Привет. Наслышан обо мне? Да, еще как. Еще бы. Я же просто легенда. И что говорят? Девочки обо мне спрашивают? О, да. Все хотят познакомиться с легендой. Ха-ха, да, я такой. Что тут скажешь? Самая быстрая доставка воды по крышам сделала меня настоящей звездой. А еще у меня самый широкий выбор воды. Не газированная вода, газированная. Понятно. Со вкусом Очередное... меда. Даже Очередной квест крапивы. на паркур сейчас чего? будет на скорость. Крапивы? Прикинь, да? Зато звучит-то как. Это называется маркетинг. Вода просто на расхват. Если название новое и необычное, на него сразу клюют. Так что, ты пришел бросить мне вызов? Хочешь, чтобы тебе надрал зад сам Садио? Знаю, шансов мало, но для меня будет честью проиграть тебе. Так и есть, парень! Как будешь готов, хватай бутылки и начнем забег. Смотри, только ноги не сломай. Ну, понятно. Эйден, ты уже давно с нами. Ты уже Эйден, практически Шмейден. один из нас. Рад тебя видеть. Чем я могу тебе помочь? Кайф. Просто кайф. Бум! Получай. Пока, до встречи. Ну давай. Блин. Плохое начало. Не, давай заново, уже прям с самого начала. Там запнулся, тут запнулся. Воу. Вот это подушки, вот это я понимаю. Тут можно разве? Непонятно, заново надо будет, мне хочу проверить. Отсюда можно? Господи. Да, можно, ладно.
Понятно, опять где-то не там свернул. Опять все наперекосяк. Молодец. Обожаю рывки в бок. Просто обожаю.
Не верю. Быть этого не может. Как ты это сделал? В чем подвох? Просто я быстрее тебя. Больше ты не молния, Сэдио. Это еще не все. Я буду тренироваться, и тебе тоже стоит. Увидимся у водонапорной башни, придурок. Иногда я просыпаюсь и не помню, что было падение. Только в такие моменты Я, конечно, не против кошачьих драк, но черт возьми. А еще вчера они были лучшими подругами. Что случилось? Прошлой ночью кто-то украл муку у Терезы. Всю, весь урожай. Она может и убить за это. Без муки ей конец. Нет муки, нет продаж, нет денег. Без выручки им с сыном не протянуть и месяца. Она в отчаянии, раз обвиняет подругу. Бывшую лучшую подругу. Но это лишь слова. У нее нет доказательств. Она вспыльчивая, это уж точно. Тебе лучше расспросить ее самому. Ей нужна помощь? Терезе? А что, хочешь подзаработать? Я не поэтому. Ты же пилигрим, да? Вы же ничего не делаете бесплатно. Сколько они дали тебе за воду? Поговори с ней. Благодарю. Было ли легче до всех этих событий? Невероятно. Выбирай любой предмет. Бинго! Ты там поосторожнее, сынок. Ты видел? Эльвира разделась догола и встала под краном. Правда? О, да. Прямо вот так, с голой грудью. Вот что вода делает с людьми. Этого пилигрима нужно канонизировать как святого. Эй, ты уже давно. Хотя бы сделать новым главой. Доброе утро, пилигрим. Я уже сказала спасибо за воду. Тебя ограбили? Это моя лучшая подруга. Я в отчаянии, полном. А с чего ты взяла, что это сделала твоя подруга? Я бы и не подумала. Но кто еще мог это быть? Она сказала, что сохранит ее для меня. А теперь вся мука исчезла. У нас с сыночком ничего не осталось. Признайся она во всем и верни муку, я бы ее простила, клянусь. Бог свидетель, если она в беде, я помогу. Но она упрямая. У нас был такой урожай. Жили бы и горе не знали, а теперь... Теперь мы будем голодать. Как Анна объясняет пропажу муки? Это кража! И Анна ничего не объясняет, только нагло врет. Откуда знаешь? Посмотри ей в глаза, они лгут. Я поняла, Анна всегда была лгуньей. Есть доказательства, что это Анна? Нет, но мука ведь хранилась в ее сарае. А я-то думала, что она мне помочь хочет с этой мукой. А выяснилось, что она просто хотела нас с сыночком обокрасть. Поговоришь с ней, меня она не послушает. Вдруг незнакомец сможет ее переубедить. Если она вернет муку, мы обо всем забудем. А если она украла муку из-за голода, пусть оставит сколько нужно. Ее амбар у водонапорной башни, поговори с ней. Я подумаю. Больнее всего, когда предает друг. Турнир будет совсем...
Анна? Теперь ни одного не могу вспомнить. Анна? Я хочу поговорить. Уходи! Уничтожил наши воспоминания. Поговорим, и я уйду. Это ненадолго. Слушай, тебя прислала Тереза. Пусть нахуй она идет, как и ты. Месяцев не видел детей из-за дурацкого карантина всего центра. Лет прошло с тех пор, как химическое оружие убило почти всех в городе. Годом придется. Я лично думаю об этом каждое утро. Да похуй, люди всегда чем-то недовольны. Мы живы, а остальное ерунда. Я твою херню терпеть не могу. Пожалуйста, уходи. Давай поговорим. Я хочу помочь. Как? Упрекнуть, что я вдова? Или в нищете? Или обвинить в краже муки? Я никого не обвиняю. Я хочу выслушать тебя. Хочу услышать правду. Правду? Хочешь правду? Вот она. Я никогда бы не ограбила подругу. Никогда. Точка. Тереза сказала, что задолжала мне зарплату. Если бы Тереза продала муку, смогла бы расплатиться. Зачем мне рисковать своим благополучием? Терезой, ее сыном и красть муку? Я думал, вы лучшие подруги. Я тоже. До сих пор. Мы подружились после падения. Я потеряла ребенка, она мужа. Я пала духом. Хотела умереть. Тереза помогла мне справиться. Она даже готовила для нас с мужем. Он много пил. Поверить не могу, что она меня обвинила. Она сказала, мука хранилась у тебя. Решила, что так смогу присмотреть за мукой, чтобы мне заплатили. И мы сложили мешки в мой сарай у башни. Сегодня утром я пошла проверить, а там пусто. Все пропало. Не замечала никого поблизости? Ничего подозрительного? Думаешь, я бы молчала о таком? Скажу одно, я муку не крала. Я бы так не поступила. Ни за что. Только вот странно, что ничего больше не пропало. Ни гречка, ни свекла. Ничего не тронули. Будто пришли только за мукой. Интересно. А можно осмотреть сарай? Вдруг нужно взглянуть на него свежим взглядом? Флаг тебе в руки. Помоги положить конец этому безумию. Заблокировали путь к центру Лук. Дверь открыта. У вора были ключи. Все цело. Вор хорошо знаком с этим местом. Следы точно такие же. Вор был один. Остальные припасы не тронуты. Они точно знали, зачем пришли. Агар был силен. Интересно, сможет кто-нибудь его переплюнуть? Мука на земле. Мешки тащили туда. След обрывается. Занимается свадьбами. Хотя
Хотя, говорят, если хорошо заплатить. У кого были ключи? У меня и у мужа. Но он мертв. И все? Уверена? Анна, я не нашел следов взлома. У того, кто взял муку, был ключ. Или дубликат. Значит, думаешь, это я? Успокойся и подумай. Кто мог украсть муку? И зачем? Поможешь мне, поможешь и себе. Если ты не виновата. Трудно сказать. Может, кто-то с базара? Возможно, Лавкач. Он способен на все. А еще Бенни, сын Терезы. Больше никто на ум не идет. Зачем этому ловкачу красть муку? Без понятия. Но от таких людей, как он, подобных вещей и ожидаешь. Этот тип не любит работать. Ему лишь бы на чужих несчастьях наживаться. Но я... Послушай. Прости, немного занесло. Я только потеряла мужа и порой на меня находит. На чем мы остановились? Точно. Так вот, Лавкач расспрашивал Терезу об урожае, качестве зерна и все такое. Тогда я внимания не обратила. Стараюсь с такими гадами не связываться. Если хочешь с ним поговорить, то иди на базар. Но будь начеку. Ему важны лишь деньги, а на людей плевать. А сын Терезы, он мог украсть? Я бы на него и не подумала. Хороший мальчик, рос на моих глазах. Он мне как сын. Привет, Но он Азель. стал каким-то замкнутым. Здравствуйте. Будто ему есть что скрывать. Вдруг так и есть. Ну, нет, Бенни так не поступил бы. Это убило бы Терезу, он это знает. И даже если это он взял муку, то зачем? Это вопрос, на который нам предстоит найти ответ. Я уверен, что это Где сын мне искать забрал. Бенни? Не знаю. Он стал очень скрытным. Но уверена, что Тереза приставила его охранять склады, чтобы сберечь то немногое, что осталось. Я поищу его. Скажешь, где ты была в ночь, когда украли муку? Оплакивала мужа. Как и всегда. С тех пор, как потеряла его. Мои соболезнования. Да, спасибо. Давай разберемся с делом. Обвинения в краже могут меня погубить. Мне конец. Нет, если докажем, что муку украла не ты. Возможно. Но, как по мне, сделанного не воротишь. Может, да, может, нет. Посмотрим. Один вопрос, Барни жив? Пока, да, но сегодня кое-что выяснилось про него, так что скоро уже будет нет, я надеюсь. Очень сильно надеюсь. Огненные стрелы уже могу крафтить, а самого лука у меня до сих пор нет. Как так? Агат был силен. Интересно, сможет кто-нибудь его переплюнуть? Ура, резня! Да. А когда режешь кого-то, который тебе очень противен, мерзкий и вымораживает тебя очень сильно, то вдвойне ура. Барни я в детстве съел. И правильно. Мы тоже его искромсаем и съедим. Бугага.
А еще больше тем насчет балдежного запаха уже не было. Так что из этого мема, походу, к сожалению, не выйдет у нас в этой игре. А жаль. Ты должен был вести себя тихо, а не орать на весь базар. Эйден, как я рад видеть своего дорогого друга. Скучал по мне? У меня есть для тебя задание. Ты должен перебить армию зараженных, а затем прыгнуть в огонь. Насколько я знаю, ночи здесь не такие страшные, как в первой части. Ну а что ты воспринимаешь под страшными? То, что они здесь не такие темные, наверное, я тоже где-то слышал, что во второй части многие ругали то, что она какая-то не такая страшная ночами, из-за того, что ночи сами какие-то под синим фильтром, что ли, были, вообще не темные. Но с тех пор вроде добавили, вот как раз когда мы начинали игру, там была настройка, где можно было выбрать как раз этот типа фильтр в самой игре. Где-то можно было выбрать более темные ночи, такие ночи, сякие ночи, солнце, свет такой-сякой. А если ты имеешь в виду под опасностями какими-то там мутантами, то тут тоже есть всякие вот эти более жирные, более опасные твари, которые ночью вылазят, которые тебе ваншотают наверняка. Такое тут тоже есть. И ночью тут тоже особо не разгуляешься. Особенно если наткнешься на этих тварей, то все. Пинай на себя. Начнется эта погоня, и фиг убежишь от них. Только надеяться, чтобы не попасться на них. Жаль, не дошел балдеж. Да. А такой потенциал был. Да, ночи яркие вроде. Ну, там есть фильтр, где так и называется темные ночи. Не знаю, если прям его включить, то может будет получше. Я включил режим баланс. Я в детстве от звуков пещер в Майнкрафте пугался. Эти самые, как они? Криперы или кримеры, или как они эти? И еще эти черные, не помню уже, как их называют, уже 100 лет прошло, но что-то еще отрывки какие-то помню оттуда. Из воспоминаний. В пещерах, когда натыкался на каких-то неприятных сущностей. Было дело тоже. В первой части прям крутые погони были, помню. Причем совершенно случайные. Ну, наверное, там, да. Наверное, там они чуть пожестче все-таки. Прыгнуть? Откуда? Что? Я должен сигануть в огонь? Ты меня подловил. Будь я проклят. А я-то думал, ты зануда, пилигрим. Ах, как смешно. Что нужно? У Терезы украли муку, и я хочу выяснить, кто. Муку у Терезы? Охереть. Ну ладно, я тебя слушаю. Не знаешь, где Бенни? Я похож на его маму. Но поверь, я и сам очень хочу его найти. Он проигрался в прах в ходе нашей игры в карты. Буквально поставил на кон все и проиграл. Так что если ты ищешь эту муку, она теперь принадлежит не Бенни и не Терезе. Она моя. Парень должен ее мне. А если ее украли, то ее украли у меня. Ага, значит, Бенни тебе должен. Еще как, он по уши в долгах. Ага. Мучных. Думаешь, он украл? Возможно. Этот глупец мог решить, что это помешает мне взыскать долг. Тогда я его найду. Спроси у Терезы. Она держит его на коротком поводке. За исключением игры в покер. Эндермены. Да, наверное. А еще эти черные, на это можно было закончить. Ну да, да. Тоже это заметил. Что ты знаешь о женщине по имени Анна? А той, что работает на Терезу, почти ничего. Раньше мы играли в карты с ее мужем, до того, как он сыграл в ящик.
Он никогда не говорил о ней плохо. Даже после нескольких кружек пива. Это кое о чем говорит. Теперь ты знаешь, что главный пострадавший здесь я. Конечно. Если муку не найдут, проиграю я. Какой ты Тебе пострадавший. стоит проверить склад Терезы. Бедняжка. Такой тупица, как Бенни, вполне мог там спрятаться. А если мука попадет тебе в руки, пожалуйста, сразу же принеси ее мне. Разумеется, я хорошо за так. это заплачу. Это избавит всех от горя. Я получу свою муку. И обо всем можно будет забыть. Спасибо за фоллоу на Твиче. Товарищ, которого я не знаю, как правильно назвать. Интересно, ты тут или уже нет? Мне показывает, что на Твиче никого нет. Странно. Но спасибо все равно. Продолжаем. Поиски. Ты уже давно. Душите склад на севере и на юге. Первый турнир за 3 года. На нем будут сильнейшие бойцы со всего города. Ага, силен. Интересно, сможет кто-нибудь выиграть? Еще квест. Еще квест тут появился. Да что ж такое? Из воздуха реально появляются. Я отойду где-то на час. Ну давай. Мы знакомы? Ну, я надеялся на тебя наткнуться. Позволь представиться. Меня зовут Рахим. Я владею службой знакомств Чпокер. Первый в мире постапокалипсиса. Что, простите? Это что, намек на еще один мем? Служба знакомств Чпокер. С ума сойти. Служба знакомств? Ну, развеяться мне не помешает, если понимаешь, о чем я. Рассказывай. О, с радостью расскажу. Знаешь что? Честно говоря, я уже тебя зарегистрировал. Что? Я создал тебе профайл. Что происходит? Что сегодня на Твиче? Ажиотаж какой-то. Спасибо еще за один фоллоу. Главное показывать, что на Твиче зрителей никого нет, но фоллоуы летят. Как это работает? Спасибо еще раз. Профайл. Типа личный. Нахрена? Ну, работа у меня такая. Пусть миру конец, пусть большинство наших близких превратилось Популярность в пришла. кровожадных Да, 2 чудовищ, фолловера. ищущих Вау, на улицах. популярность. Но это не означает, Вот что это людям да. не бывает одиноко. Рекорд прям. Ну, то есть, черт. Именно поэтому им теперь и одиноко. Хочешь сказать, раньше люди не были одиноки? Представь себе мир, где люди все время выходили на работу, в магазин, на прогулку с собакой. А еще у них были приложения для знакомств. Приложение? Ладно, это не важно. Я просто хотел сказать, что до того, как все пошло по одному месту, люди общались друг с другом. Были вечеринки. Знаешь, когда люди собираются, чтобы вместе побыть. И, конечно, потрахаться. А теперь все сидят по домам за закрытыми дверями, поскольку... Как смешно. Ну, случайная встреча может привести к тому, что тебя зарежут за ведро воды. Привет, можно с тобой будет поиграть? Привет? Нет. Скажу прямо, нет. Потому что я впервые игру прохожу, сюжетку и коопные онлайновые штуки я в целом нигде, ни в каких играх особо не люблю, и тут в том числе. Значит, профайлы помогают людям встречаться. В основном, да.
Те, кто хочет встречаться, приходят ко мне, я их рисую. У меня неплохо получается, как мне говорили. Затем я помещаю карточку с портретом на свою доску объявлений для свиданий. Если кому-то интересно, то они связываются со мной и вуаля! Завязывается роман. Не всегда надолго, но и раньше такое случалось. Но сейчас я в полной жопе, и мне очень нужна помощь. Так и думал. Один придурок стал мне подражать и подделал несколько профайлов с чпокера. Они по всему городу висят. Это недопустимо. Это губительно для моей репутации и сбивает с толку моих клиентов. Мне нужен кто-то, кто соберет и принесет фальшивые карточки. Я слышал, что этого бездарного мошенника убили в темной зоне, так что больше он меня не побеспокоит, и большинство фальшивок мне удалось найти. Но осталось еще 2. Если принесешь их мне, то я подарю тебе твой собственный профайл. Взгляни на карту на стене. Я нанес на нее возможное местонахождение фальшивок. Я думал, что балдежный аромат будет самым странным тут. Но у него появился конкурент. Задание чпокер. Так, допустим, отслеживать. Ага, вот сюда и вот сюда. Не, я хочу сначала вот это доделать. Так, а еще я сейчас отойду на минуту, надо окно закрыть. Все, я тут. Не каждый день фолловится все-таки. Ну да. Все-таки я до сих пор каждой подписке рад. Такс. Я сегодня поздновато окно закрыл, но лучше посижу в холоде, чем в жаре. А я не именно окно закрывал, я эти жалюзи. Жалюзи закрывала тоже. Темно на дворе. Включил свет. Уже пора бы. В прошлом месяце полки пустовали. Продолжаем. Теперь, говорят, хлеб черствый. Проблемы Велидора. Просто дайте мне уйти. Это же несложно. Так, это опять снизу вверх подниматься где-то надо. Или я окно где-то пропустил. Ага, вот, вижу. Ну, жалюзи у меня почти всегда закрыты. Я пещерный. А я наоборот, вот я обожаю, когда у меня они полностью открыты и прям вся комната в свете. Вот.
Блин, ножик потратил, ну ладно. Зато глянул, как это выглядит. После навыка. Я люблю прям наоборот, когда все очень светло. Пока день на улице, собственно. Я не пещерный, получается. Я не люблю свет, особенно если он мне в лицо светит. Ну понятно, прям моя противоположность в этом моменте получается. Не, ну я тоже не люблю, когда прям реально там в экран светит, что ничего не видно. Приходится как-то боком. Ой-ой-ой, куда поехал, блин? Рука-лицо. Вот эти канаты только иногда проблемы доставляют, такие моменты. Или когда на улице тоже в лицо, то приятно. А вот когда нормально светит в окошко, с утра там особенно, то это я такое обожаю. Так, где я видел окно было? Тут, с этой стороны или с той стороны? А вот. Ноги было бы красиво. Обычный пустой склад. О боже, у меня флешбеки с Резидента какого-нибудь, эти пустые ящики. Пол какой-то ненадежный. Поищу другой путь. Есть. Так работает, ладно. Эй, хули ты здесь делаешь? Это ты, Пилигрим? Друг, тебе здесь быть нельзя. Откуда Я тебя помню. Бенни, верно? Нужно поболтать. Мне это не нравится. Ты от ловкача, да? Передай ему, что я отдам долг. Но у меня еще нет денег. Подожди, Бенни. Значит, ты задолжал ловкачу? Ты нет ловкача? Нет. Сколько ты должен? Только у тебя была причина красть муку. А ты сволочь. Думаешь, раз Он включил так и не воду, ты ответил, можешь сколько он ходить где задолжал. угодно? А я не прав? Ничего я не скажу. Нахуй иди. Чу. Бенни. Ну, Бенни. Я и обидеться могу. Меня устраивает свет без лучей, когда небо затянуто, например. Пасмурную погоду любишь, да? Моя любимая прям пора дня — это утро. Когда прям людей еще нет, машины не ездят. Тишина, красота, солнце восходит только. Обожаю. О, ужас, мне показалось, его Барни зовут. Ну и привидится же такое. Да, уже и... Кто хочет померещиться тут с этим. Да, в пасмурной погоде есть своя атмосфера. Ну, кто-то, знаю, любит дожди очень сильно.
Чуть не пропустил стрим, братишка. И тебе привет, братишка. Мне и дожди особенно нравятся. Собственно, нравятся вместе с пасмурной. Ну, понятно. И ты как раз из тех любителей, которые пасмурную любят погоду, солнце не любят, свет не любят, дожди там, тучи. Понятно. Я вот сказал, я из другого типа лагеря. Который наоборот. Все наоборот. Свет, не дождей. Все красота, все светло и так далее. Так, опять эти все встают. Куда мне тут? А, вот сюда. Закрыть. Что за прикол? Ну нет. Серьезно? Ну не сука, я. А, блин. Это что за херня? Сюда давно нельзя. Меланхоличная погода. Понятно, понятно. Замечательно. Придется сказать детям, что ужина не будет. В который раз. Эй, ты уже давно с нами. Ты уже практически один из нас. Ну как давно? Я бы не сказал. Аккуратнее, слышь? Слышь? Просто дождь значит для меня что-то типа паузы, мгновение раздумья, спокойствия. Ох, как ты заговорил. Почти философствования какие-то пошли уже. Это уже не просто люблю, не люблю, нравится, не нравится такая сякая погода. Это вот уже для раздумий, поразмыслить, отвлечься, меланхоличность. Опять обходы. Бенни, где же ты? Бенни. Бенни Барни. Я уже нажал прыжок, блин. Это же тот самый сундук, нет? И опять пустой. Привет, Миша. Слушай, друг, я ничего не сделал. Бог свидетель. Отпусти меня, прошу. Сначала ответь на пару вопросов. Только честно. Это ты украл муку? Нет, даже не знаю, где она. А чего тогда напал? Я решил, что ты от ловкача пришел за долгом. Ясно. Ты задолжал ловкачу и решил расплатиться урожаем своей матери? В ту ночь я увлекся. И на кону было столько, что мы бы выкупили поля Янсена. И теперь, когда есть вода, мы с мамой могли бы безбедно жить до старости. Но потом все пошло наперекосяк. Как итог, я проиграл. Надо вовремя Муку забрал останавливаться. ловкач? В счет Не долга? учили, что ли? Не, он мог
мог сказать принести ее, и я принес. Он слишком ленив, чтобы делать что-то лично. Но, друг, ты этого не слышал. Я все слышал. Что все это значит? Ой. Ты что, из воздуха появилась тоже? Я весь Soul Knight. Что? Ничего не понял. Заново, пожалуйста, напишите. Все, весь Soul Knight. Какой Soul Knight? За 3 часа за один присест. Чем сильнее дождь, тем сильнее он разделяет от остальных дел и оставляет тебя наедине с собой и небольшим укрытием, как-то так. Ну ты даешь, конечно. Вот это сказанул, так сказанул. Твой сын виноват в краже муки. Ты виновата в краже муки. Я виноват в краже муки. Все виноваты. Твой сын вор. Отведу его страже, там с ним разберутся. Или пусть говорит, где спрятал муку. Живо. Говорю же, я этого не делал. Конечно, это не он. Ты дурак? Да, знаю, это неприятно. Но все указывает на твоего сына. И вот что самое главное. У него был мотив. Раскрывай карты, Бенни. Давай, расскажи матери о своем карточном долге. Хватит. Я и так знаю все, что происходит с моим сыночком. Он тут совсем ни при чем. Отпусти его. Я во всем признаюсь. Серьезно, ты? Мы месяцами работали в поле, до крови стерли пальцы. Муки хватало на несколько месяцев. Хлебом можно было бы накормить весь базар. Но заполучи ее Лавкач, он продал бы ее нам же втридорога. Мы платили бы за нашу же муку. Жестокая шутка. Все из-за дурацкой игры в карты. Мы бы разорились. Я не могла этого допустить. И не допустила. И где же мука? У водонапорной башни. Прошу, пойми, ее нельзя отдавать Лавкачу. Почему? Он честно ее выиграл. Лавкач честно выиграл. Еще чего. Он жулик, все это знают, но доказать не можем. Допустим, ты прав. Есть ли другое решение? Мы можем дать ему что-то взамен? Такого, как Лавкач, уломать совсем непросто. Попробуй, прошу, поговори с ним, попроси отсрочку. Сделай что-нибудь, умоляю. Я подумаю. Я подумаю. Ты наша надежда. Не драматизируй, Бенни. Пилигрим знает, что делает. Семейные разборки, блин. А подругу ей не жалко? Там подруга чуть ли не все уже. Концы с концами сводит. Уже чуть ли не умирать готова, что все. Я не выдержу. А она тут, видишь ли, все продумала. А на подругу пофиг. Ее, главное, во всем обвинила. И пусть себе там ноет. Конечно, конечно. Ой-ой-ой. Я прошел весь Hollow Knight за один присест. Прошел, играл 3 часа без остановок. Да ты что? Это первое твое прохождение было? На стальной душе. Ну, что-то меня терзают смутные сомнения. Но... А, 2 раза прошел, 2-й раз. Ну, это немножко объясняет все, но... Я давно не обращаю на них Ну все. Ну тогда поздравляю. Наверное.
Ну, очень крутые выборы. Да вообще. Чат виноват, очевидно. Но это классика, это самое мое любимое, самое частое оправдание. Во всем можно обвинить чат всегда и везде. Я должен был вернуться вчера, но торговец прибыл. Спасибо тебе за поддержку. Вот сейчас 5-й пантеон тренинг. Давай немного оживим игру. Сотня сверху. Что, я буду играть? Только если ты согласишься убрать 10 секунд. Идет. А ты рисковый. Это и так было почти невозможно. Это мы еще посмотрим. Эйден, еще не нашел мою муку? Потому и пришел. У Терезы и Бенни положение незавидное. Может, простишь им долг? Или хотя бы отсрочишь? Твою мать, сколько раз мне повторять, я не занимаюсь благотворительностью. Я не заставлял Бенни играть в карты. Если мужчина не может отдать долг, значит, он не мужчина. Дурак тот, кто поступает как дурак. Возможно, они усвоят этот урок, когда останутся с голой жопой на морозе. А знаешь что, Эйден? Вообще-то я придумал, как все могут остаться довольны. Честно говоря, зачем мне эта мука? Я что, стану вдруг пекарем? Не думаю. Но я хочу получить свой долг. А мы тут с Урбаном поспорили. Погоди, эй, это нечестно. Только не он же по стенам бегает. Конечно, это честно. Нет правил, запрещающих это. Сделай это, и того, что Урбан заплатит мне, с лихвой хватит покрыть потерю муки. А я еще тебе и доплачу. О чем вообще разговор? Вон, видишь, на церкви этот, скажем, назовем его флаг. С земли плохо видно, но этот флаг на самом деле не флаг. Ты поймешь, когда увидишь. Мы с Урбаном поспорили, что я найду человека, который снимет его оттуда. Я уже несколько лет поднимаю ставки, и Урбан мне отвечает. Учитывая то, сколько сейчас стоит на кону, грех будет не попытаться. Я не спешу. Повышай ставки, а я подожду, пока сумма не станет вкусной. Что такое? Тебя внезапно охватил страх? Не, я за тебя беспокоюсь. Я разорю тебя, если проиграешь. Ты и так лишился муки. Я в игре, если Эйден согласится. Время сильно ограничено, но я верю в Эйдена. А ты в игре? Я вчера получил сковородку судьбы за секретный квест Dying Light 2. Без понятия, что это такое. Ладно, пойду я, удачи, спать пора просто. Давай, спокойной ночи, Миша. Спасибо, что был. Столько усилий ради муки. Угу. Квест растягивается прям на глазах. Все было так просто изначально, а прям уже столько времени этот квест длится уже. То расследование, то разборки, то теперь уже какие-то паркурные штучки сейчас начинаются. В игре. Тогда не будем откладывать, да? 3, 2, 1, пошел. Андале, Эйден, не подведи. Побежали, побежали, время пошло. Что творится в Централ Луп, когда Куда? миротворцы закрыли туда путь? Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. Мука это типа деньги тут. Так. Блин, на самый верх. Я не помню, как я тут забирался в прошлый раз. Не верил, что ночные бегуны А, боже, 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 боже.
Как-то оттуда, что ли? Да, вот отсюда вроде. Или нет? А, вот отсюда, да. Оп. Ну блин. Вот как ты не долетел? Вот. Как так-то? Не долетишь. Блин. Ну, как все хорошо шло. О. Спасибо за шорткатик, разработчики. И это не плак, это понятно что. А, и время еще идет, пока мне надо вернуться обратно. Ладно. Десантура. Делов-то. Просто мука и не выглядит как необходимый ингредиент. Разве я не говорил тебе, Урбан? Говорил! Сколько лет я этого ждал. У нас есть победитель. Вершина труселей покорена. Ты крут, Эйден. Ладно, ладно. Успокойся. Видел бы ты свою рожу, когда злорадствуешь. Чё такое с этим флагом? Это же старые труханы Карла. Ты поставил на кон жизни людей ради старых труханов? Весь смысл в самом пари. Трусы — это просто символ. Но с ними связана отличная история. Никто не помнит, когда, но очень давно порыв ветра сорвал веревку с бельем Карла и унес ее на крышу. Карл пытался организовать экспедицию по спасению своей одежды. Представляешь? Естественно, все отказались. Никто не мог забраться так высоко. Время от времени оттуда сдувало ветром то носок, то рубашку. Но трусы Карла продолжали гордо реять. Урбан поспорил, что я не найду человека, который их снимет. Но я это сделал. Ну, простишь Терезе и Бенни долг? Как будто его и не было. А ты, мой новый друг, просто герой. Прими это от меня. Приятно иметь с вами дело. Он еще и мне доплатил за эту фигню. Порой, если не ложусь допоздна, мне кажется, будто в городе никого не осталось. В первой части Кувырок даже с многоэтажки урон гасил, помню. А тут, не знаю, тут вроде все равно хоть какой-то урон наносится, когда ты прям очень с высокой высоты падаешь. Рада тебя видеть. По-моему. Весь квест просто ради трусов. Ой. Ради трусов на базаре, ну очень круто. Да-да, это вам не этот самый балдежный запах.
Не квест про балдежный запах. Что курили Techland, когда делали эти квесты? Хороший вопрос. Вот не могли оставить дверь открытую для меня. Балдежный аромат курили. Звучит хорошо. Очередной пустой ящик, уже третий. Вы издеваетесь, что ли? Где, куда? Вот сюда. Что там с ловкачом? Ага. Он больше не будет требовать у вас муку. Друг, как ты это сделал? Выиграл пари. Дико странное. Теперь... А я думал, будем в карты играть. Не знаю, как тебе за это отплатить. Мы хоть это и осуждаем, но когда я проходил РДР, который я так и не допрошел, там мне прям нравилось в картишки иногда перекинуться. Не знаю, но пусть продолжают. Согласен, нам надо все квесты такие. Но, с другой стороны, это все-таки лучше, чем просто подай, принеси. Чем просто вот на тебе письмо какое-то, доставь его в другой конец карты, и все, и это весь квест. Или иди убей там кучку зомбей, и это тоже весь квест. Такое нам не надо. А вот такие вот про трусы, про балдежные запахи, всякое такое, это что-то новенькое. Сначала расплатись с другими. Извинись перед Анной. Да, да, конечно. Боже, что я наделала? Пойду к ней прямо сейчас. Вдруг смогу еще все исправить. Какой я идиот. Это все моя вина. Впредь постарайся не лезть на рожон. Не ради себя, так хоть ради мамы. Вот и все. Карты можно играть там, где клоуна. Карта, иконка клоуна. Да, я думал, что это за фигня. Думал, может, какое-то дополнение или что-то такое. Это просто мини-игра. Ладно, буду знать. Так, а теперь задание Чпокер. Вы его ждали? Оно наступило. Ага, сюда лучше ночью прийти, я понял. А еще лучше попробовать... Нет. Не это, попробовать вот этот квестик, который как раз мне на ночи переведет. Значит, шпокер немножко отложится, к сожалению. Из-за того, что не ночь сейчас. Чуточку самой малости. Я Far Cry 3 в покер играл. Там же и научился на него играть. Вот, видите, до чего игры доводят. Обучает всякому вот подобному. Все в порядке? Ваши голоса слышны за милю. Тебе какое дело? Мне жаль ее. Пожалей лучше Теодора. Ты его найдешь, иначе... Моника, может, оно и к лучшему. Не говори мне, что лучше. Я повторяю. Живо иди и найди Теодора. Брось. Ты правда этого хочешь? Считаешь жизнь на земле ад? Я тебе устрою настоящий ад, если с Тео что-нибудь случится. Кто такой Теодор? Теодор
главное уебище на всем базаре. Ему место в тюрьме миротворцев. Иди нахуй, Уилл. Он мой парень, не твой. Так, что ты имел в виду, говоря это к лучшему? Ага, расскажи ему, Уилл. Я не мог смотреть, как этот урод клеит сестру и... Уилл заманил Теодора в темную зону, а теперь он пойдет и вытащит его оттуда. Моника, стой. Ты же пилигрим, да? Там полно химикатов. Черт, да и Теодор наверняка уже мертв. Хочешь, чтобы я тоже умер? Даже если я смогу найти его, урод просто меня убьет. Пилигрим, ты не мог бы вытащить этого козла? Прошу. Но ты же сказал, что если он выберется, то прибьет тебя. У меня нет выхода. Это не все. Я беременна. Узнала об этом утром. Тео еще не знает. Ого, ладно. Ого. Я попробую что-нибудь сделать. Ура, одно задание страннее другого. Прекрасно. Ей! Какая классная игра. Правда? Попробуй мельницы открывать для опыта из сейф-зон. Так я и открывал. Может, где-то пропустил, конечно, но вроде старался открывать. Вот тут, наверное, пропустил. Вот тут, наверное. А так вроде все. Так-то всякие побочные такие прям рутинные штуки я вне стрима буду уже делать. По типу вот центров изучения, там вот этих вот ревенантов. Значки вопросов. Испытания. Это кто-то орёт, как сумасшедший. Такое я буду прям вне стрима делать. А на стримах именно доп-квесты, сюжетка. Что-то еще может новенькое, интересное. Чтобы прям игру вообще не растягивать на 100 лет. На 100 стримов. Так, где тут вход? А вот и вход. Ага, тут я уже был. Да ведь? Нет, темное пространство просто. Может и не был. Ой, фи-фи-фи-фи-фи. Доводит до азартных игр, да? Да-да-да. Ну ё-моё, куда ты вылез? Какие злые NPC. Мне все равно хоть 500 стримов тут хотя бы весело. Меня Ну прислали да, Моника конечно. и Уилл. Тебе-то да, ты любитель этой игры. Ты любитель этой игры, а те, кто вот есть, может, наоборот, кто ждет, поскорее бы я уже эту игру прошел и на что-то новое, другое, может, переключился. У меня так почти с каждой игрой, когда новые зрители приходят, любители какой-то конкретной этой игры, а когда уже эта игра заканчивается, что-то другое начинается, они уже ждут, когда там что-то появится новое, что конкретно им уже интересно, а другим нет. Когда я выберусь отсюда, он труп!
Поэтому я с любой игрой стараюсь Подожди, особо успокойся. надолго не засиживаться. Блядские кишки намотаю на его Много и блядскую вне башку. стримов прохожу. Рутинные. Ой. Вообще-то... Моника беременна. Постой. Что? От тебя. Подожди. Хочешь сказать, что я буду... Ты будешь папой. Ебать мой хуй! Это великолепно! Это просто чудо! Чего ты сразу-то не сказал, а? Я собирался, но ты был немного взвинчен. А что, если ребенок не один? Если это двойня? Или тройня? Как тебя зовут? Будет мальчик, хочу назвать в твою честь. Ого, какая честь. Назови его Теодором-младшим. А чё тут свет такой? Будто нам опять в Horizon флешку в лицо залупили. Здесь машины тоже гасят урон от любой высоты. Сделаем вид, что да. Ну, я в теме игры, но немного в другой части. Ну, ты еще да, ты еще так, частично. Я, может, и не конкретно про эту игру, а в целом про все, что у меня на канале было. Не раз такое было, когда люди из одной игры переключались на другую, и она для них уже была совсем неинтересна, и они просто отпадали со временем, и все, их больше их никогда не было на канале. Эйден. Эйден! Эйден Винтутер. Звучит круто. Винтутер. А теперь уходи отсюда. Моника Ну, ждет. не знаю. И Уилл... Он хотел извиниться. Не нужно извинений. Он шутил. Парни часто так делают. Ничего страшного. Ты не тронешь его? Шутишь, что ли? Бить дядю моего ребенка? Вот Зачем это он мне уже поменял настроение. Пойду сделаю предложение Монике. Мы не женаты. Болтать начнут всякое. Люди иногда такие жестокие. Вот и хорошо. Хорошо, что все хорошо кончается, да. Неожиданно, что он так отреагировал. Я думал, наоборот будет реакция типа: да мне пофиг, да все, я его убью. Пошли они все в баню. А тут радости полные штаны. Ингибиторы, кстати, моя прелесть. Целый один. Лучше, чем ничего. Чё? Да, машинки гасят урон, даже если ты с башни упадешь. А, серьезно? Ладно. Чудо-машины с нами, да. Первый раз вижу такой веселый NPC от детей. Я где-то тоже такое видел, но уже не помню, где и когда это было. Милый вариант. Я бы выбрал про Теодора-младшего. Я еще думал. Но он бы реально назвал, и что бы это было. Первый раз во всем Dying Light 2 вижу, что NPC рад. Серьезно? Все настолько плохо? Ой. Отстань. Да, в смысле закрыто? Кыш. Я вижу тут куча лута.
И как я обожаю вот этих... вот этой механики взлома. Мне всегда так получается, когда я вот начинаю взламывать, я начинаю где-то вот отсюда, не прям с левого угла, а вот где-то отсюда. И потом продолжаю вот так вот по кругу до правого угла. А потом оказывается, что правильная точка была как раз в этом левом угле. Уже сколько раз такое было во всех играх. Это уже бесит реально. Как будто специальная игра знает. В это место правильное выбирает. Правильную точку. Сколько у этих бегунов хп? Ну, может, это от сложности зависит. Я на начале игры еще жаловался, что у меня там зомби от 1-2 ударов умирали. Теперь вот уже не так уж они быстро умирают. Но пока еще терпимо. Я в Скайриме научен уже. Я вот в какой игре подряд уже это встречаю. Она мне преследует уже сколько времени. И не перестает. У этого топора еще какая-то мини-задержка, типа. Так, как туда попадать теперь, блин? Закрыто с другой стороны, тут где-то проход я не вижу. В потолке или где? Не вижу, не вижу. Нету, нету. Ну тут я не пролезу. Тут закрыто. А, во, господи, слепой. Прям рядом и не заметил. И что это дало? Это мне бы дверь открыла, а я взломом просто ее открыл. Ну правильно, конечно. Зачем нам открывать двери нормально, если можно ее там выламывать, взламывать? Вот это подобное. Зачем нам классические методы? Мука, когда продаешь торговцам, почти ничего не стоит, но квесты почему-то стоят больше жизни. Очень укоренившаяся механика. Ну да.
Ух ты, меня тут уже ждут. Попробовать еще раз, может этого, может теперь там не будет этой твари. Хотя, скорее всего, будет. Но вдруг. Я думаю, чтобы это, чтоб сигнализацию отключила, чтобы бегуны не пришли. Ну, уже поздно. Мы и так справились. Мы не ищем легких путей. Нет, опять этот дрянь тут рядом ходит. Но я и тогда наткнулся на эту тварь, но тогда я успел этого босса просто добить раньше, чем оно на меня напало. Может тут так же попробовать? Ух ты, это копье столько сносит, нифига себе. Ну еще бы попадать, конечно же, этим медленным оружием. Ну все, оно приперлось. Теперь можно только бегать. Не попал, конечно. Опять не попал, естественно. Божественно. Пей, блин. Так он долго замахивается этим ударом. Этим оружием. Не тот твои девизы. Хилка, хилка. Ты меня бесишь. Я реки в аду. Больно. Ну да. Но оно всегда сюда прибегает. Капец, сколько очков опыта потратил. Ненавижу эту хрень. У меня уже, блин, какое-то дело принципа эту фигню добить. Уже сколько попыток мне ушло. Она уже бежит за мной, да? Не, это обычно. Пошел вон. Оно уже приперлось, ну в самое начало. Короче, пошло оно в баню. Ну прям с самого начала уже приперлось сюда. Нет, я не буду тут страдать и кучу ресурсов тратить. Я вне стрима попробую, может, еще. Там босс легче, чем эта хрень прыгающая, которая ваншотит тебя почти что.
Кыш. Все кыш. Все вон. Пошел вон. И прямо разрезать можно на части, на кусочки. Профайл Чпокера. Знаю того, кто заинтересуется. Угу. Откуда? Красиво. С возвращением, Игорь. Почти идеально через час, хотя я на время вообще не смотрел. Это ты, значит, пунктуальный. На уровне сознания, как будто даже. Или случайность такая красивая. Вот опять. В самом углу слева, конечно же. Кто бы сомневался. Или нет? Я ему на голову прям прыгнул. Упал. Прикол зомби тут, что они типа мутируют, типа бегуны.
Могут прыгунов зомби в черной броне разрушительной. Разрушителей, ну а те, кто... Те, кто стероиды хавал, громил. Это я знаю, да. Тут уже битва не за ингибиторы, а из-за чести. Да-да. Но все равно не хочется Похоже, прям ты сидеть всем 100 лет. доволен. И бомбить. Что есть Не стрима счастье, попробую как еще. не болезнь дураков. А вот это я не понял. Постой! Кажется, ты влиятельный человек. Хочешь обладать самым мощным оружием в мире. Самым мощным оружием в мире? Что это? Ты все увидишь своими глазами. Я скажу, где оно, а взамен ты отдашь мне все деньги. Это вряд ли. Начинается. Что есть деньги по сравнению со столь ценной вещью? На них я покупаю еду, питье. Могу и дальше перечислять. Хорошо. 200 и гарантия возврата денег. Если для тебя это оружие окажется не таким ценным, как для меня, я верну деньги. Ты принимаешь мой вызов? Ладно, я в деле. Ищи сундуки, спрятанные на старой эстакаде Уист-Хоршу и на крыше соседнего офисного здания. В последнем, что ты откроешь, и будет мощнейшее на свете оружие. Ищи и обрящешь его. Ну-ну, ну-ну. Черт, это будет непросто. И потом я его уже не найду, и своих денег тоже. А там, скорее всего, будет какое-нибудь тухлое яйцо. Много месяцев не видел детей из-за дурацких Самая лучшая награда в мире. Бесполезный факт. Цвет кристаллов показывает их редкость. Это... Это даже не то, чтобы бесполезный прям. Если он палку даст, я не удивлюсь. Я тоже. Дети опять играли рядом с трансформатором. Ну так награда. Ну так, конечно. Одно слово награда. На деньги, отложенные на кристаллы? Ага. Теперь у меня будет свой профайл чпокера. Бугага. Звучит эпично, не правда ли? Очень. Ты в курсе? В мясорубке новый турнир организуют. Все свои деньги на... Кстати, тут рядом одно из мест по этому другому квесту. Подделка, да еще и плохого качества. Торговля кристаллами — настоящая спекуляция. А, боже, опять паркур. Как насчет того, чтобы бросить ферму и заняться добычей кристаллов? Нет, спасибо. Меня и так все устраивает. Ну не застревай. Знаешь, иногда так хочется острых ощущений. Может, в другой раз. Ты первая. Если ты выживешь, то ты... Легендарная палка из ассасина. Эх, которой мы так толком и не попользовались, и не обучились. И не познали дзен вместе с ней. А могли бы.
Рахим это вроде тоже чел из первого Dying Light, который умер. Что-то знакомое имя. Так, и что, тупик? Прекрасно. Опять? Похоже, Ау. не здесь. Лучшая награда. Целое ничего. Ну тут я уже забирал, тут понятно. Теперь расхаживает как павлин со своими, так сказать, телохранителями. Он нажил состояние на кристалл. Блин, один квест не успеешь доделать, по пути еще 2 найдешь. Дал нам то, в чем мы нуждались, а ты снова А, недоволен? я думал опять эти тетки с балдежным квестом. Нет, это уже другие тетки. Я этот пилигрим. Чё шумишь? Так это ты? Здорово. Мы получили свою норму, но Мария хочет истратить воду на мытье головы. Потому что я, блядь, уже не выдерживаю. Если ты довольна, что у тебя волосы как солома, это не значит, что я... Я просто хочу полить растения, Мария. Какой прок от чистых волос, если ты с голоду сдохнешь? Сегодня дождь пойдет. Точно? Вот переведешь на них воду, а потом пойдет дождь. Растениям много не нужно. Вот насколько тебе насрать на мои нужды. А если дождь не пойдет? Пойдет, я уверена. С чего ты взяла? Когда это ты стала синоптиком? У меня кости ломит. Следует держать эмоции в узде, чтобы принимать взвешенные решения. А у Игоря голова болит. И что? Ты же скулила, Дождь что у тебя пойдет, кости перед погода дождем меняется. ноют. А ты только и рада жить в полном свинарнике. Ладно, дамы, не буду мешать. Это те, кто с ароматом? Не, я же только сказал. Не, это другие у тетки. Приветики. Привет, Артём. Не Артур. Артём не покушал. А ты покушал, кстати? Или не покушал? Или ты соответствуешь своему нику? Помоги! Слышишь меня? Да-да. Что случилось? Что случилось? Я играю в принцессу в башне. Что непонятного? Так. Меня заперли в моей же квартире. Родной братец. К счастью, Еще один чудной я смогла квест. выбраться на балкон. Не хочешь поиграть в принца и помочь? А, почему бы и нет? Будет забавно. Да, конечно. Стой! Меня вызвали мой дорогой Тимур. Надо сказать ему, что мой брат запер меня и Дорогой не выпускает. Тимур. Передашь ему, что меня нужно спасти? Сколько ей лет? Хороший вопрос. Тимура. Ну, сегодня ночью Тимур, мой брат Лоуэн и еще несколько выживших собирались очистить от зараженных многоквартирное здание на Ричмонд Крессент. Там будет наш дом. И уже очень скоро.
Я пыталась вызвать Тимура, но он не отвечает. Попроси его выйти на связь. Он меня любит, ясно? Он меня вызволит, и мы будем вместе. Даже без согласия брата. Хорошо. Жди, пока не стемнеет. Хорошо. Ну вот, очень крутые диалоги. То трусы, то дождь. То балдежные ароматы, то чпок или что там еще было. Да уж, квесты божественнее. Один божественнее другого. Чпокер, то есть вот. Который мы сейчас пойдем заканчивать, наверное. Я уже много месяцев Нет, я хочу спрайт. из-за дурацкого карантина всего А центра. все магазины закрыты. Ну вот. А чё спрайт? Чё не фанту? Чё не колу? Чё не 7-Up? Чё не миринду? Чё не еще что-то там? Чё не добрую колу? Или пепси? Или кока-колу? Или еще какую колу? Или доктор Пеппер? Или что еще у вас там есть? Я не знаю. Почему именно спрайт? Почему не чаек? Почему не кофе? Почему не энергетост какой-то? Почему не просто воды из-под крана? Что-то меня понесло. Решил все перебрать. Так, чпокер. Я нашел фальшивые профайлы. Теперь покажи мой портрет. Вот, вылитый принц. Твой профайл чпокера. Смотри. Мне уже страшно. Возвращайся позже, если хочешь узнать, кому понравился твой профайл. Так, и что у нас там за карточка? Мне уже страшно. Карточка Эйдена для свиданий. Я бодрый и спортивный, ищу женщину, которая под силу за мной угнаться. Офигеть. Иногда взять инициативу в свои руки. С ума сойти. Фанат паркура. А еще мне нравится не только вертикальное, но и горизонтальное положение, если вы понимаете, о чем я. С ума сойти. Вот это да, вот это квесты. Вот это да. А что, реально потом можно сюда еще прийти и что-то там продолжение будет? Невероятно. Где вы такое еще видели? Вот это лута у меня, конечно. Надо срочно продавать. Что еще за это покупать, конечно, хороший вопрос. Опять начинается у меня вот этот момент, когда куча денег начинает появляться уже потихоньку, а куда их тратить, пока не знаю. Так, принцесса в башне, это самое. Или это оружие? Где оно? А, оружие тут, а это... А, это башня. Давайте оружие это. Тогда. Так, что-то я там пропустил много, уже вижу. Лет 50, наверное, голос не очень подходит. Да уж. Много приколов игра выдает. Да, вообще. Прикол за приколом. Квесты по сюжету норм название, тем временем доп-квесты. Да, это те еще доп-квесты. Таких доп-квестов нам подавай. Это вам не хухры-мухры. Это что-то уникальное. Почему бы не фарлумское чудо, действительно? Куда же без него? Эйден, я видел Софи и ее людей у водонапорки. Так что в мотеле никого не будет. Но не знаю, надолго ли.
Это к чему эта информация? Блин, мне опять вон туда забираться, да? Отвали. Я же где-то тут открывал вроде шорткат для себя, лестницу. Вроде бы. А то опять там заново по тому самому месту подниматься. А, да, вот вижу. Было бы такое себе заново. Надеюсь, не той. Я вот жука сегодня прошел механического в Силксонге. Поздравляю. Видно, прогресс у тебя идет. Видно, игра понравилась. Который от 12 до 50. 4-й хор. Это самое начало. Ну так он, да, начал буквально. На днях. Обсуждали мы на прошлом или просто позапрошлом стриме. Вроде на прошлом. Как он там с Лейс бился, рассказывал. Да, только недавно начал. Да, вот. Уже рассказывал, тебя просто не было. Да, вот я тоже об этом только что сказал, да. Спойлер, в конце будут финальные боссы и титры. А еще Фарлумское чудо, пока он не знает, что это такое, но скоро и он. Ну, не знаю, скоро ли, но надеюсь, однажды и он познает, что это такое. Где же это оружие? Ну, конечно. Придется мне поговорить с этим Я чокнутым. сюда шел ради пустого ящика, кто бы сомневался. Попаду, не попаду. Попал. Если я прыгну туда, я же не помру. Надеюсь, нет. Хорошо. Водонапорная башня. Найдите ее доказательства в убежище Барн. Опять этот Барн. О, это то самое место, да неужели? Меня наконец-то сюда пустили, с ума сойти. Сейчас я тут все ограблю. Бугага. Он какой-то коллекционер, что ли? Этот Хакон по заданию сказал сейчас. Ага. Здесь ничего нет. О, настоящая помойка. Эйден, поторопись, кто-то идет туда. Блин. Отлично. Прекрасно. Уходи оттуда. Ну. Все как всегда вовремя. Но чуть-чуть не успел. В следующий раз обязательно. Эх. Это он периодически будет мне так вот продолжать говорить, да? Что там вот кто-то ушел, можно теперь сходить. Или вот как сейчас, кто-то возвращается, пора валить. Да, игра топовая. Но попа иногда горит знатно. Это я еще на самых легких боссах. Страшно, что потом будет. Потом ты уже получишь немножко скилла. Все больше и больше. И уже будет не так страшно, как сейчас.
Ну, как и в любых играх так работает. Разберешься, короче. Да, он же еще сразу Silksong пошел. Без первой части, без обучения, так скажем. Она как обучение, да-да-да. А раньше вообще в такое не играл. Тяжело дается, но вроде учусь. Да, главное учиться, и все будет такие бомбони. Я тоже до первой части ХК не играл такой, как и я. Вот еще Nine Souls пока что заинтересовал чуть-чуть. А подобное не играл и не планировал никогда больше. Кроме DLC к Silksong, понятное дело. Так, ну-ка, у меня разговор к этому товарищу. Прежде чем ты скажешь, что есть шельмовство, как не блестящий камушек для простака, я выбью из тебя... Откуда столько злости? Откуда? Я как идиот впустую залез на самый верх эстакады. Не понимаешь? Ты же получил самое мощное оружие. Это упорство. Что? Мощнейшее оружие — упорство, которое ты проявил, когда забрался на самый верх. И за это я заплатил? Отдай мне мои деньги. Упорство преодолевает самые великие трудности. А его отсутствие уничтожит тебя, как уничтожило наш мир. Быстрее Давайте победить набьем в ему войне, морду, а? Быстрее и небрежнее изучить вирус. Так что, ты пожертвуешь обретенным упорством, чтобы вернуть свои деньги? Я требую возврата. По гарантии. Добрый форум. Да. Я сама святость. И сюжет там под конец связан. Ну да. Потом после Silksong первую начинать играть, как некоторые на стримах у меня говорили, делали так, то я считаю, что это немножко неправильно все-таки. Во-первых, сюжет, во-вторых, она полегче уже идет после Silksong. А надо бы наоборот с легкого начинать. Ну, я так считал всегда. То же самое, Hollow Knight, первая Metroidvania моя. Коллеги, мы все с вами коллеги. Форум, я спросить забыл, какой тебе больше всего босс второй части понравился? Внешне Кармелита. И по музыке, и по арене, и по бою. А по сложности... Не, по сложности это неправильно оценивать. Короче, пусть будет Кармелита, наверное. И я с ней дольше всех за всю игру сидел, и она не противная в плане ни путь к ней, ни сама она, ни ее удары, ни мобы, ни арена не страшная, и музыка красивая. Я уже говорил, когда мы там с ней дрались, что она для меня там прям одни плюсы были. А то, что я там дольше всего с ней просидел, это ничего прям очень страшного. На втором месте, наверное, Фантом. Потом Лейс, наверное, финальная. Ой. Вы, кстати, любите чипсы Лейс? Я говорил про чипсы. Любите, да? Любите? Я вот, кстати, вот ем сейчас их, да, вот у меня рядышком есть. И он в душу смотрит уже. Мне уже страшно от этого взгляда.
Я хаваю ингибиторы в Dying Light 2 как еду уже. Приятного аппетита. Даже палку не дали, да вообще свежий воздух. Питаетесь солнечной энергией, как говорится. Но упорство мы сейчас проявим точно, абсолютно. Забирай деньги. Я если бы проходил, думаю, деньги бы 100% взял. А чё, я какой-то благотворительный фонд, что ли? За воздух деньги ему дарить? Там ничего не было. Верни мне мои деньги. Что есть? Мой кулак перед твоим носом, как несломанный нос проходимца. Ясно. Понимаю. Вот твои деньги. Ты должен многому научиться. Мешочек. И он испарился. Ну, искать эту дорогу. Так, что берем? Тик-так. Бегайте по вертикальным поверхностям. Вау. Это что за Mirror's Edge начинается? Звучит интересно. Рывок тоже, кстати. Это нет. Скрытое передвижение. Увеличите скорость при подкрадывании. Блин. Бегущий сквозь толпу. А это таран. Не теряя скорости. Блин, я все хочу. И скольжение хочу, все хочу. Давайте сначала скольжение, потому что уже много было подобных штук, где надо было просто проскользить, а у меня до сих пор этого навыка нет. Все остальное пойдет следом. Так. Да, финальная лейс. Вы ничего не слышали. Где палка? Палка монарх. Палка была в Assassin's Creed у нас. У меня будет полыхать с этой лейс. А хотя ты же говорил, что не боишься спойлеров. Чё я тогда переживаю? Я ее первую еле как прошел. Многие, кстати, говорили, что она вторая для многих. Куда сложнее, чем третья была. Для меня... Ну, не знаю. Что-то. С этими перерывами между ними еще забываешь их мувсет. Пока вспомнишь опять его. Отведем его на Коран. Я бы с удовольствием. Игорь не скупится на спойлеры. Ну, Артем вроде говорил, что ему пофиг на спойлеры. Не знаю, на все ли абсолютно, или на какие-то определенные, там, которые, может, далеко в будущем, то ладно. А которые прям где-то на его начальных этапах, то, может, там он был бы против этих спойлеров. Я сейчас в чате всю игру морально пройду. Это форум про последнюю сказал. Ну да. Один начал, второй продолжил. Ну, понеслась. Пошла жара. Хоть бы у него сегодня
Ну? Ты здесь ради профайла чпокера? Что? Для чего тебе нужен чпокер? Ты о чем? Это продолжение квеста? Некоторые приходят сюда лишь по одной причине. Это продолжение квеста? Или просто что-то типа? Мне хор понравился по саундтреку. Ой, мне там чуть ли не пол игры понравились по саундтрекам. Это ты остальные не слышал? О, да. Вот, это форум спойлерит. Ну, конечно. Это, знаете, как я всегда говорю, чат во всем виноват, а у вас наоборот, стример во всем виноват. Это прям взаимно, я смотрю. Я так понимаю, Клэйс я так как к себе домой буду ходить. Ну, так. Минимум 3. Бесполезный факт. Да что ж у тебя все факты бесполезны? Ренегаты тоже живучие из-за того, что их пичкают ингибиторами. Ну, с ренегатами я еще не встречался. Это какой-то мини-спойлер даже, я бы сказал. Мини-мини. Файлы чпокера. А ты что, не видел прошлый квест, связанный с этими чпокерами? Такс. Было бы неплохо найти кого-то для долгосрочных отношений. Или мне не нужна любовь. Я волк-одиночка. Эпштейн на минималках. Меня вчера, кажется, не было. Я болею. А вчера стрима не было вообще. Да. Вчера же Пасха была. Вчера не было стрима, позавчера. Еще Пасха была, да. Было бы неплохо с кем-то познакомиться, а дальше посмотрим. А дальше посмотрим. Мило. Может, прогуляемся? Слушай, можешь иногда смотреть за моим сыном? Его зовут Мо. Погоди, что? Что? Не хотел бы посидеть с ним немного. 13-летние подростки, ведь ничего. Лучший возраст. Ну, как Показать сказать. ему трюки из паркура, боевые приемы. Знаешь, Мо нужна ролевая модель. Чпокер тебе нужен, чтобы найти няньку ребенку? Он не ребенок уже. Ты не слушал. В общем, как я уже сказала, мне предложили работу на ферме. Как насчет сумки картошки в час? Картошки в час. Уверен, Мо неплохой пацан, и я бы даже не против тебе помочь, но я и так сейчас слишком занят. Конечно, Эйден. Я понимаю. Удачи в делах. Ну, я ожидал не такого. Картошка в час. Это, конечно, да. Или тут прям периодически будут появляться вот подобные типа квесты, но на самом деле не квесты, а какие-то вот подобные штуки. Если так, то любопытно. Принцесса в башне, кстати, это самое. Еще у нас есть дальше. Тут дополнение. Тут. Это, кстати, сюжетный или не сюжетный квест? Вот этот вот. Наверное, сюжетный. Ну да. Тогда может еще на вот этот сходить или на вот эту принцессу пойти. Что тут ночные, кстати, квесты. Вроде как даже последние, судя по тому, что я вижу на карте. Когда вот это метро долбанное откроется? Меня этот вопросик вот тут в центре карты уже смущает, сколько времени. Классное оружие у тебя, Эйден. Новое? Слюна зараженных. Че, серьезно? Думаешь, сможешь за мной угнаться? До встречи. Владыка жизни и смерти.
Не помню про Чпокера, я ненадолго заходил вроде и лег спать. Так это сегодня же был квест про Чпокера, прям. Может быть, перед твоим приходом только. Не помню, ты уже был в тот момент сегодня или нет еще. До ночи. Полезный факт. Цифра над заданием показывает его сложность. Это я понял. Это логично. У меня немецкая Пасха, так что раньше вас отпраздновал. Майор уже под дверью. Тихо. Тихонечко. А я бы наоборот сказал. Чпокер начался, как я отходил. Да, ты все пропустил. А он пришел, как я вернулся. Понятно. Значит, он тоже все пропустил. Метро это откроется, когда в центр. Ага, ясно. И, соответственно, вот этот вопросик тоже, потому что он где-то там на уровне с метро рядом я видел. Ладно, значит, он будет и дальше меня мущать, этот вопросик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо к этому прыгнул. Чудовище. Тут прям здания некоторые очень сильно друг на друга похожи. Особенно начало их. Они еще говорят что-то там. Отрыв. Вроде ремастер или ремейк на первую часть планируется. А может уже и есть. Не следил. Не знаю. Насчет ремейков или ремастеров. Я только слыхал, что там много всяких патчей, обновлений выходило, которые как раз там и графику обновили чуть-чуть. Но это не прям был ремастер или ремейк. Может и про это как раз. Просто какой-то патч большой вышел, в котором много всяких крутых штук добавили, обновили там то, все.
Просто кто-то, может, это назвал типа ремастером. Но прям официально он так не назывался. Просто патч. Вот это он красиво развлекся. Витки. Так, отмычки заканчиваются. Кто там дышит? Вы слышите? Прям левое ухо. Кто-то мне дышит. Полезный факт. Все зомби в ночь становятся активнее, даже дохляки. Стой! Уходи отсюда! Я сказал назад! Успокойся. Ты Тимур? Нет. Лоуэн. Почему ты спросила... А, тебя прислала моя сестра. Ну, уже слишком поздно. Поздно для чего? Тимур превращается. Они все превратились. Больно! Это как-то связано с тем, что ты запер сестру в квартире? Что ты сделал, Лоуэн? Это была бойня. Кусаки были повсюду. Выжил только я. Так почему ты еще здесь? Я собирался сказать ей, но вместо этого я запер ее и вернулся, чтобы все убрать. Я хотел... Я не хотел, чтобы она знала, пока я не решу, что ей сказать. Она взрослая, Лоуэн. У тебя есть сестра? Нет. Я о том... Это сложно. Тогда ты поймешь. Я должен ее защищать. Эйден, слышишь? Добрался до квартир? Не говори ей ничего. Это должен сделать я. Его здесь нет. Ты о чем? Ты точно в том здании? Да, но здесь одни зараженные. Тогда зачем он меня запер? Почему брат разлучил меня с моим Тимуром? Вам двоим есть о чем поговорить. Ему придется долго извиняться за то, что он так со мной обошелся. Это хрень! А еще сказочный принц из тебя никакой. Вот! Я Вот. пойду к ней. Вот так вот, да, вот. Надеюсь, по дороге придумаю, что Обиделась она, обиделась. сказать. Спасибо. Никакой принц из меня. Эх. Вот и весь квест. Лежать. Так, что дальше? Дальше вот сюда. Как раз может мельница. Да, я про это. И, скорее всего, кто-то назвал это ремастером. Ну, интересно, что там сделали. Я, по-моему, когда уже стримил первую часть, она уже вышла, вот эта штука. Этот патч. Наверное. Я стримил его прошлым летом. В конце где-то. Но я оригинал не видел, какой он там был, и
Поэтому не знаю, что там прям изменилось, что осталось. Впервые проходил. Мне кажется, или ты игру со словом Desert название хотел пройти? Не сарказм. Ну, не пройти, а хотя бы попробовать. Crimson Desert, да. Но пока она что-то на паузе, пока я что-то посмотрел еще немножко про нее. Что-то и желание как-то немножко уже поубавилось. Там я понял, что она прям очень такая рутинная, и там капец времени на нее надо много. И в целом моменты, которые я смотрел, что-то меня немножко оттолкнули. Не то чтобы я вообще ее передумал играть, передумал вообще смотреть, но пока что-то на паузе. Пока что-то другое пробую. Когда-нибудь еще, может, ее хотя бы на один стрим, как я и планировал, попробую все-таки. Но не сейчас, наверное. Какая следующая игра будет? Интересно. По идее, The Last of Us первый. По идее. Он уже еще зимой у меня вообще-то планировался, но постоянно то на Horizon отвлекался там, то на Hollow Knight, Silksong первую часть, то теперь на Dying Light. Первый The Last of Us. Второй я на канале уже проходил. Сразу и впервые, и для канала. А первую часть я уже для себя только проходил когда-то давно. Еще до того, как стримил. И с тех пор там еще выходили наверняка всякие ремейки, ремастеры первого The Last of Us. Там же их было несколько всяких вот этих ремейков, переизданий, изданий, ремастеров, того всего. Было бы интересно заодно и глянуть, что там прям обновили, насколько графон стал более современным. Заодно и в более лучшем качестве в целом поиграть, а то я тогда ее проходил еще когда у меня плойка появилась. Это была одна из самых первых игр еще на диске. Ну а на 4-й плойке там графон довольно-таки мыльный был. Еще и без всех этих ремастеров и ремейков, скорее всего. И заодно и на стриме можно для канала тоже пройти, чтобы была не только вторая часть, но и первая. А насчет еще чего-то пока посмотрим. Вот Crimson Desert на один стрим когда-то тоже надо будет тыкнуть. Мыслишки какие-то там такие шальные появлялись насчет этого... Как его? Nine Souls. Какие-то шальные мыслишки такие. Никаких планов, но что-то там такое промелькнуло быстренько. А так, надо смотреть опять мой список там. Что из тех игр мне прям пока приоритетнее поставить, если прям вообще нечего будет стримить или играть. Сколько всего этих ластов? 2. The Last of Us. Первый, второй, все. Второй на канале стримил, хотя кое-как странно. Там половина в виде видосов. Я еще тогда видосы хотел как-то пробовать делать, но что-то не очень, по-моему, зашло. Поэтому я вернулся обратно к стримам полноценно. И поэтому вторая часть игры на канале там уже именно в стримах была. А первая в видосах. А первой части вообще на канале нет. Поэтому, может быть, будет. Вот так вот. Crimson Desert видел прикольные полеты на дракончиках. Так говорят, что просто неплохо. Но у нас еще Саша играл в нее и что-то тоже там рассказывал. То, что это прям почти ММО, но без ММО. Прям она очень сильно выглядит, как будто она такой и должна была быть. Ну, ее такой и разрабатывали изначально, собственно. Не знаю, это меня оттолкнет или нет. Но пока меня отталкивает то, что я видел, то, что она прям капец огромная, и там надо реально кучу часов тратить. А такие игры, например, тот же Elden Ring какой-нибудь, который тоже огромный. Такой, когда начнешь играть, то либо вообще полностью погружаться в него и все, и жить там в этой игре долгое время, и прям проходить все, и зачищать все. Либо наоборот, чуть-чуть попробовал и все, и отложить ее в долгий ящик. А проходить ее полностью я пока вообще не знаю. Буду ли, зайдет ли она мне или нет. Поэтому пока в планах просто глянуть, что там вообще зайдет, не зайдет. Еще по некоторым моментам там меня, как я и сказал, немножко оттолкнула она, поэтому я ее пока немножко
планах немножко отодвинул на потом. Nine Souls я не буду смотреть, как и Игорь, скорее всего, так как есть шанс, что и сам поиграю. Понятно у вас, что с DLC к Silksong, что тут такая же ситуация. Но я и пока ничего не обещаю, что я прям буду его стримить, проходить. Как я говорил Саша в Дискорде, вообще об этой игре не знал, пока он не спросил. Только потом, когда я глянул уже, то заинтересовало чуть-чуть, что выглядело довольно-таки красиво. Интересно. Ну и была просто мыслишка такая, мимолетная про игру. Действительно, может попробовать когда-то. Но вряд ли прям где-то в скором времени. И не факт, что действительно попробую. А потом, может, уже и желание пропадет, кто знает, короче. Это все пока смутно. Так, это у нас еще одно место отдыха сейчас будет. Угу. Вопрос, мне сразу переночевать или пойти дальше куда-то? Потому что там вот все равно есть квест ночной. Хотя, с другой стороны, там есть и место, где поспать. Давайте, да, давайте я пока отдохну. Тем более там прям в 2 шагах от меня опять этот черт приперся. Сейчас опять побежит за мной. Надо будет мне как-нибудь марафон по играм себе устроить. Звучит неплохо, блин. Я в текстурах застрял, да? Всё, да, я застрял в текстуре. Спасибо, игра. Игра, спасибо. Если что, это он просто с этой кровати вставал именно не в ту сторону, где выход, а в сторону текстуры, блин. Ну все, game over. Мы отсюда не выберемся, я понял, да? Ну, ясно, да. Надеюсь, игра сохранилась, когда вот я только что ложился спать. Отлично поспал, ага. Не с той ноги встал, точно-точно. Когда примерно будет следующий стрим, просто чтобы знать. Может быть, завтра. У меня никогда нет и не было какого-то расписания прям точного. Все всегда происходит рандомно как-то, спонтанно. Есть время, значит завтра. Нет времени, значит фиг знает когда. Кстати, уже 3,5 часа стримим. Сейчас еще чуть-чуть что-то поделаем и все на этом. Все равно я смотрю, там на карте уже почти нет никаких квестов. Уже немало их понаделали. Останется сюжетка на следующий стрим полноценный, скорее всего. Может, уже на новую территорию наконец-то доберемся. Без спойлеров. Может быть. Вдруг. А если есть много времени, то бывает и второй стрим за день. Ну, такое редко бывает. Когда-то такое было чаще, чем сейчас, но сейчас прям нет. Сейчас прям очень редко. Ну да, вот судя даже по списку квестов, у нас уже их все меньше и меньше становится. Испытаний целая гора, конечно. Занятия. А, ну это все вот эти вот... Как они? ВГМ аномалии и эти зараженные. Значит, прогресс идет у нас пока. Занятий становится все меньше, меньше. На этой локации конкретно.
Интересно, сколько от игр... От игры ты прошел уже? А, игр тоже спрашивал. Я говорил, что, наверное, где-то меньше половины еще. По сюжетке не знаю, а вот именно если судить по карте, по исследованию всяких побочек и просто исследования в целом, то еще меньше половины 100%, потому что тут вот еще целая другая часть локаций, не открытая вообще. Еще больше, чем это. Мы эту вот уже 4-й стрим исследуем, все вот эти доп-квесты и вопросики и прочее. Делаем, а там еще целая локация большая. Еще больше за эту. Не знаю, может там доп-квестов будет меньше, хотя очень вряд ли, скорее всего, только больше. По сюжетке вот говорили, что игра небольшая. Но я-то не только сюжетку прохожу. Особенно вне стримов. Что я делаю? Не в ту сторону. Что, попался, говна кусок? Хочешь получить? Сейчас я тебе руку порву. А вот это место не сюжетное какое-нибудь? Больница Святого Иосифа. То там прям на самом верху какие-то штуки есть. Я, по-моему, сюда уже ходил и не знал, как попадать. Или мне не стоит даже пробовать, потому что может сюжетное место опять какое-то. По сюжету он еще не на половине, а по допам он уже тупобок. Тупобок это как понимать? Типа много, типа мало или чё? Вот так налутался, да-да-да. У меня VPN немного сломался, что я пропустил? Ничего. Мы просто бежали, болтали и болтали. Если честно, по сюжету идти-то... Если только чисто по сюжету идти, то займет где-то 5 часов. Если ты прямо... Не, ну я не только по сюжетке иду, я вот все делаю, стараюсь. И доп-квесты, и вопросики посмотреть все. И ингибиторы пособирать, вот этих всех штуках. Вот таких вот. И вот этих центрах. И вот этих аномалиях. С боссами. В идеале, конечно. Какие же все приветливые в этом городе. А мне кажется, самое интересное еще впереди. Нет, я успел момент увидеть, что все сломалось. Какой еще момент? А, про баг этот, где мы застряли, ну, мы просто в главное меню вышли и обратно зашли. Ну, как сказал Лазель, он просто не с той ноги встал. Это прям описывает всю ситуацию. Действительно. Должно быть что-то ценное. Заперто как надо. Так, неужели тут можно забраться? Все так просто? Не верю. Я тебя телепортировать начала. Мне первый раз реально интересно смотреть стримы. Прекрасно. И тебе приятно, и мне радостно. Не падаем.
Страшно. Недолет. Нет, долет. О, моя прелесть. А всего Лейс Силксонги данные удалены. А Артём еще с нами? Тот, который не покушал. Или может его уже с нами и нет? Так, и наверху там еще что-то есть. Но могу ли я туда добраться? По-моему, нет. По-моему, тут что-то надо. Для паркура. Более дальнего. Там место отдыха на самом верху. Эх. Я уже готовился «да» написать. Это я был уверен, что ты готовился. Ну все, тупик. Тут крюк-кошка надо. Угу. А у меня такого нет. Потом, значит, опять сюда надо будет забираться второй раз. Эх. Неохота, конечно. Да и спускаться вниз тоже долго. А тут можно куда-то спрыгнуть очень красивым приземлением. По-моему, я вижу это место. Вот заодно и протестируем, можно ли тут прям очень с большой высоты помереть, даже когда падаешь что-то мягкое. Если я попаду вообще в это место. А, да, можно, и даже 0 урона получил. Ну, это, конечно, да. Нереалистично, зато приятно. Так, нет, сначала сюда. Фанту, кстати, нашел, я вижу, Артем все-таки с нами еще. Ой, Фанту, Спрайт. Или прям все магазины были закрыты, и ты так и не нашел. И так и хочешь дальше, Спрайт. Я пока VPN чинил, проморгал, что он не пишет. Главное, что починил. Слоупок? Что с тобой? Может, я ошибаюсь? Вдруг ты быстрее ракеты? Давай выясним. Чего ты там лопочешь? Хочешь пари? Кто первый на крышу? Спорим, я тебя опережу. Ты же не боишься проиграть? Не твоя вина, что ты слоупок. А он меня прям дразнит. У меня есть четкое ощущение, что я стопнусь на каком-то боссе и не смогу его пройти в Силксонге. Может такое быть, конечно, да. Но вопрос, сдашься ли ты быстро или будешь превозмогать и пытаться. Я вот кое с кем сидел сколько? 4 часа или больше? А потом еще кое с кем несколько часов. Пока потом с чистой головой, со свежими силами не пришел обратно. Не знаю, как у тебя, может у тебя тоже так работает, когда долго сидишь, что прям уже попытки становятся все хуже и хуже, и все хуже получается. А потом, когда спустя пару дней или на следующий день возвращаешься, то чуть ли не с первой попытки можешь пройти со свежими силами. У меня так. Часто. Точнее, не четкая, а сильная. Вот посмотрим, когда дойдешь до данной удалины. Игра нелинейная. Ну да, можно в другие места походить. Не обязательно прям в одного босса упираться и только к нему ходить.
На постоянку. Ну, опять очень интересные диалоги. Ну, как всегда. Диалоги угарные, реально. Сыграй с ним в бокс с применением холодного оружия. Я только за. Да, я вчера, когда долго сидел, все хуже был жук. Сегодня с утра прошел с 3-5 попытки. Ну вот, да. Точно такая же ситуация. Спорим, лишние деньги не помешают. Другое дело, Слоупок. Покажешь мне, на что способен? Пробеги через старую темную зону ВГМ и заберись на крышу. Иди за знаком. Что? За каким знаком? Ах ты слоупок. Так, это ночной квест. Подождите, у меня тут еще есть другие места, которые я хотел бы глянуть перед наступлением ночи. Район задания. Да какой район задания? Ну и пофиг. А, меня прям убили. Спасибо, игра. Можно я на потом его оставлю? Ладно, я тогда потом к нему приду. Это прям уже квест начался обязательно. Значит. Как же он в душу смотрит с такой музыкой еще, это кошмар. Да-да. Минуточку. Минуточку. Какие все дружелюбные, опять-таки. Не успел. Ай, понятно. Сначала эти товарищи, а то они будут плеваться в меня. Приятных полетов. Это было красиво. Вы видали? Это как будто в Сталкере в аномалию его засосало. Я там такое видел только. NPC разговаривают как в Сталкере примерно. Да? Я изначально и подумал, что он в аномалию попал. А нет, это у него этот самый. Баллон бомбанул.
Так, еще один ветряк открыли. Прекрасно. Ладно, пойдем сначала к этому квесту. Нет, сначала сюда, потом к квесту ночному, потом и этому квесту ночному тоже. И если после них ничего не появится, то будем заканчивать тогда. Мина? Самодельная граната? Вау, гранаты. Не прошло и 100 лет, как я их получил. Да неужели? Весь сюжет Dying Light 2. Ой, сестра. Пропасть паркурить хочу. Ну, есть такое, да. Ну ладно бы просто паркурить. У нас тут вот еще чпокальные дела иногда появляются. На это время у него есть. Зачем там сестра? Какая там сестра? У нас тут вот балдежные парфюмы, чпокальные дела и прочее, прочее. Моя любимая. Это что такое? Сказ о героях для героев войны. Посидеть у все костра? особый Это прям рассказ какой-то, стычка. Для них день. История о тайном языке ночных бегунов. Слава ночным бегунам! Но мы должны помнить, как опасна наша жизнь. Пусть это будет напоминанием о том, Понятно, что не. встречать У угрозу меня на это времени нет, к сожалению. головой. Окунемся в прошлое. В год после падения. Зверь О, метро еще одно. Может, я могу его открыть хотя бы? Хоть какое-то. Нет, оно замуровано. Ну, блин. Послушайте меня! Неподалеку враги. Понятно. Намек понял. Это не попал. Был бы такой эпичный удар. Тайный момент. О! Вот так вот. Я хотел сказать, что в жизни баллоны так не могут, но в жизни и машина не спасает от падения. Ага.
Балдежный чпокер. Да уж, это комбо прям. Интересно, историю про черного сталкера они расскажут. Любопытно. Особенно, когда с вышки прыгаешь, весь урон гасит. Ага. Как вот с высотки прыгали на матрас. И хоть бы хны. Реализм. Тут ночные бегуны это типа герои, которые ингибиторами пичкали и спасали выживших. Да, я видел недавно, как с высотки на машину. Машина в хлам, а человек здоровый. Где видел? В реальности, Привет, что ли? малыш. Где твои родители? Я не малыш. Ладно, хорошо. Что ты здесь делаешь? У меня важное задание. О, задание, да? Какое задание? Секретное задание, конечно. Сверхсекретное. И я тебе не скажу. А скажешь, если я предложу помочь? Мне не нужна помощь. Но если хочешь знать, я добываю еду для своих родителей. Все время ее ищу, это несложно. Это опасно. А родители не могут пойти с тобой? Не, я же сказал, это несложно. Я могу справиться. Я совсем справиться могу. Послушай, ты очень храбрый, но я правда хочу помочь. Думаю, ты бы мне пригодился. Ха! Я даже мог бы заплатить тебе. Что скажешь? Значит, теперь меня нанимают даже дети. Почему нет? Какие будут приказы, сэр? На Вест Horizon Лейн, прямо перед Дожили. химической зоной, есть магазин. Я собирал еду в рюкзаки, когда появились эти уроды и погнались за мной. Принеси мне эти рюкзаки, и я награжу тебя супероружием. Папиным оружием. То есть нужно принести Палкой? еду для твоих родителей? Да, правильно. Отнеси ее к нам домой. Мы живем на границе химзоны. Только там мои родители в безопасности. Было бы лучше взять рюкзаки ночью, когда зараженные свалят. Конечно, как скажешь, тебе виднее. Но ты же сделаешь это? Не могу ничего обещать. Посмотрим. Ой, хорошо. До скорой встречи, надеюсь. Ну, погнали. Ну, там вы же писали, что, мол, машина гасит. Я пошутил, что видел такое. Horizon Lane. А я думал, в игре видел. Ну, тут реально так. У этого NPC очень грустная история, спойлерить не буду. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае. Тем более, раз уж грустная, то нет, не надо. Грустная история еще будет у Барни, когда я до него доберусь, наконец-то. Опа, вопросик нашли. Еще одно место отдыха. Хоррор. Ага. Он самый. Только не застрянь опять в текстурах, я тебя прошу. Смотря для кого грустные.
Для нас то это комедия будет. Да. И я буду смеяться. И злорадствовать. Долго. О, вот это озеро. Токсичное. Это они такой край карты сделали. Неплохо. Что музыка играет? Меня уже кто-то спалил, что ли? Я случайно коктейль в них кинул? Ну, ладно. Батончиков немножко скушали. Вау. Первый раз вижу такое добивание. Ага, а вот рюкзаки. Пора накормить эту семью. Наступил на зомбака, ему и пофиг как-то. Так, теперь я с Болгарии. Угу. Переезжаю что туда, то сюда. Я зачастую либо в Польше, либо в Соединенных Штатах. Зачастую. В редких случаях, когда надо. Две отмычки. Это не озера, это химикаты такие. Да я понял, но выглядит как... Не как маленькая лужица, которую мы встречали, этих химикатов, а уже прям как озеро. Просто... Типа огородили край карты таким образом. Этим типа озера. Так, квест сделали, идем к этому мальчику. Еще от этих кислотных штук такие звуки издаются страшные. Непонятно почему.
Так, как еще к ним попасть? Везде окна, блин. О. Да, прямо сейчас на самолете. Надеюсь, что все шутили. Ну, конечно. На сегодня шуточный стрим прям. Судя по квестам, не только у нас, но и в игре тоже. Нужна перекличка мемов. Столы, картины, дровосек, местный большой, фарлмское чудо, слон. Угу. Товарищи в тряпках. Большая бутылка, да-да-да. Про что эта игра? Про зомби. Про выживших людей. Про выживание. Про паркур. Про ресурсы. Про лут. Про смешные квесты. Дополнительные, по крайней мере. Немножко про хоррор. Немножко про юмор. Самый малый. Капельку. О, понятно, все с его родителями. Он здесь! Наконец-то! Ты принес еду? Да, ты их еда. Зачем тебе еще что-то было нужно? Прачпокер. Это тоже. Не, это конкретно только сегодня было. Хотя не факт, что в будущем еще продолжения не будет. Его файлы. Про балдежный аромат. И это тоже. Что за фарлмское чудо? Это тебе пока рано знать. Да. Это все потом. Это все узнаешь. Вот про что я говорил. Теперь понятно. Послушай, эти двое... Ты в курсе, что... Ты о моих родителях? А, это твои родители? А я так и сказал. Мама, папа, смотрите, кто пришел. Я же сказал, что он не сбежит с едой. Я знаю, что вы голодны. Фарлмское чудо еще даст о себе знать? Кто знает, кто знает. Вот Игорь и Азель не дадут мне о нем забыть. И временами вспоминают. Как мем, по крайней мере, наш местный. Вряд ли еще мы его забудем скоро. Он про грустный квест говорил, это он. Так, грусть, драма, все плачем опять. Опять драма. Послушай, мальчик, ты же знаешь, что такое превращение? Ты что думаешь, я совсем глупый? Конечно, знаю. Это хорошо. Видишь ли, твои родители, они больше не с нами. Они превратились. Нет, что ты? Смотри. Эй, папа, ты голоден? Они зараженные. Для тебя это может быть опасно. Я справлюсь. А сейчас давай к делу. Я сказал, что нанимаю тебя для выполнения задания. Ты принес еду? Вот, держи. Круто, спасибо. Мама, папа, ешьте. Я пошел. До завтра. Не волнуйтесь, я вернусь и снова вас Ешьте накормлю. банку, да. А это Вы же, тебе. конечно, умеете Это ее то открывать. супероружие. Моему
папе оно больше не нужно. Еще раз спасибо. Мои родители тоже тебе благодарны, как видишь. Как смачно жуют, а? Как будто он там им не банку кинул, а не знаю. Тушу мяса какую-то. Ладно. Грустный квест. Теперь квест с этим слоупоком. Наконец-то. Пока ночь у нас. Так, и противный звук. Фарлумское чудо никогда и не умирал. Ни в коем случае. Где? Куда пропал квест? Алло. Гараж. Эй. Не понял. Поучаствуйте в гонке. Я бы с радостью. Где? Куда? Куда он испарился? Мы распространили фарлумское чудо на весь канал. Я не знаю, мне радоваться от этого или нет. Ну все, квест куда-то испарился. Прекрасно. Что это такое? Как это понимать? Так, новый навык. Двойное убийство ножом, кстати. Таран. Захват. О, вот это я хотел, наверное, взять. Или вот это. Давайте сначала это. Удар о землю с прыжка. Иногда мог бы пригодиться. Скоро он распространится на весь мир. Во-хо-хо-хо. DLC же про фарлумское чудо будет. Серьезно? Это официальная информация? Тебе какая погода нравится? Да, теперь твоя очередь. Что-то посередине между мной и форумом. Ну и такое бывает иногда. Видать. Так, может переночевать и заново квест начать, что ли? А то этот слоупок уже куда-то убежал. Такой слоупок, что аж от меня смотался уже куда-то.
Это почти 100%. Там очень много намеков. Да. Я всякие только теории слышал. Про что оно может быть. Нет, в дневное время он тоже, этот квест, куда-то пропал. Так, ну игра вроде сохранилась, когда я переночевал правильно. Может выйти, зайти. Может баг какой-то. Только что был, только я до него добегал, и он куда-то пропал. Кстати, хотели добавить DLC Dying Light 2, но заменили на кровавые узы. Это плохо или хорошо? Но если квеста сейчас не появится, значит, может, будем заканчивать тогда. Все равно я собирался уже после них закругляться. Уже 4 часа, 15 минут почти. О, появился, кажется. Реально баг какой-то, походу, был. Так, какая первая кровь? Вот это. О. Еще вопросы новые появились. Как эта игра работает? И временами я не понимаю, блин. То ли, может, при перезапуске она реально как-то обновляется по-своему. Вот не было этих вопросов, то на тебе перезашел, появились. Из ниоткуда. Поэму, пожалуйста. Моя любимая. Сказ о героях для героев войны, все особые для них. Метро. Я же его открывал. Чё оно опять не открылось? Игра. Не путай меня. Его до второй части тоже хотели добавить как продолжение, но передумали. Да? Я слышал только, что хотели из Биста сделать DLC для второй части, но по итогу в отдельную игру его сделали. Про другие там DLC какие планировали или не планировали, я не знаю. Что это? А, испытание. Это несерьезно. И квест теперь. Эй, Слоупок, иди сюда. Слоупок. Я с тобой говорю. Ты яйца себе отрастил или как? Гонки готов? Слышь ты! Спорим, лишние деньги не помешают. Другое дело, Слоупок. Покажешь мне, на что способен? Пробеги через старую темную зону ВГМ и заберись на крышу. Иди за знаком. Что? За каким знаком? Они писали сообщение с выходом трейлера о соленом море, а именно оттуда и принесли фарлумское чудо, что известно из одного диалога с Зелатолом или Зелатолом, уже не помню. Блин, если оно реально будет про фарлумское чудо, это сколько же раз я там услышу это слово от тебя еще? Это будет уже не просто мем, это уже будет
Реальность. Опять. Много. Там еще и механики наверняка будут с этим связаны очень сильно. О боже. Блин, тут же надо было ночь, чтобы наступила. Черт, что я не нажал кнопку? Отсюда нельзя? Нельзя, походу, уже. Ё-моё. Ну, а днем там куча парей будет, да? Или отсюда ночь начнется? Или нет? Или да, или нет? Нет, там уже куча тварей. Нет. Блин. Битва Слоупок против Эйдена. Ага, делайте ставки. Опять покидаю зону задания. Ну и ладно, блин. Не пойду же я днем на это задание, чтобы меня там разорвали. Ладно, пойду я. Удачи всем и спокойной ночи. Давай. Спокойной ночи. Я вот тоже пойду после этого квеста. Ты яйца себе отрастил Уже или пора как? будет. Спорим? Можно ночь. Ночь. Можно? Можно? Нет? Обычно же можно было прям кнопку нажать во время начала квеста. Блин. А до сюда не хочет меня пустить. Ладно, сделаем по-другому. И в конце трейлера лаборатория с частицами, похожими на чудо. Сейчас строку диалога отправлю. Так. Вот текстовое сообщение. Мгм. Так, ну пишет же вот мне, что если принять это задание, то сразу наступит ночь. Ну чё, игра меня обманывает? Ты яйца себе отрастил. Спорим? Ну если не наступает, нифига ночь. Обычно всегда наступала, а тут нет. Ладно, значит все-таки я реально пойду сначала вот переночую рядом кровать. И потом к нему только подойду. А то что-то это работает как-то тут неправильно. По-моему. Хорошо, хоть опыт не тратится, а то уже бы потратил уйму лишнюю. Так, а как я тут подымался, кстати? Ну не тут точно. Как-то снаружи, по-моему. А, вот отсюда, да. Нет, не отсюда. А.
А, вот отсюда, через эту штуку, точно, господи. Рука, лицо. А вообще из этих частиц из Соленого моря я и сам пришел к выводу о Фарломском чуде. И потом еще немало людей подобное мне не высказало. О, как. Квест опять пропал. Господи. Или оно только днем появляется? Или этот квест так задуман, чтобы я днем его проходил под кучей тех мобов жестких? Мне это не нравится. Мне кажется, Игорь слишком много знает. Игорь, ты слишком много знаешь. Пора от тебя избавиться. Ненужные свидетели. Не-не-не-не, не первая кровь. Ну, походу, да, походу оно именно днем только есть. Я не знаю. Хотя вот висело, поучаствуйте в гонке. Что за квест дебильный, блин? Не понимаю. Ай. Нет слов. Не молчи, слоупок. Ты яйца... Спорим? Ну, игра обманывает меня. Говорит, сразу начнется ночь, как только я приму квест. Ну, ни черта подобного. Мне там куча мобов будет жестких днем. Ну чё, игра издевается, а? Я так не играю. Возвращайтесь ночью, когда зараженные выйдут на улицы. Да что ты говоришь, игра? Серьезно. Я не знаю, может надо просто надеяться, что прошмыгну. Ну, конечно, конечно, да. Тут даже, блин, в угол тебе моментально запхнут и все. Фиг ты вылезешь. Ты, блин, слоупок, я тебя ненавижу своим квестом дебильным. Ты яйца... Другое дело? Где ночь моя долбаная? Багованная фигня. Ты яйца, да. Тухлое яйцо. Игра издевается. Спорим?
Ё-моё. Так, вас тут много. Эй, страшно. Страшно вырубай. Ух. Это было страшно. Но я прошмыгнул. Слоупок. Чего ты так долго, слоупок? Лупок, блин. Я тебе бы сейчас морду бы набил. Тише отсюда. Капец. Небольшие спойлеры на еще не вышедший DLC. Я в целом не совсем понимаю, чем DLC отличается от обновления. Типа, точно он отдельным паком идет и все, и качаешь по желанию. Ну, как сказать. Мне так смешно с этого. С чего? Сама тема немного отдельная от основной игры. Да, иногда DLC это прям отдельный сюжет, отдельные вообще персонажи, отдельные места, отдельные локации всего. От основного сюжета во всех играх. Отдельная мини-история, типа дополнительная. Как ты это сделал? Зачастую. Прыгнул на стену, ухватился за водосточную трубу, но эй! Смысл делиться с тобой секретами? Жди следующего этапа гонки. Вот там ты окажешься между молотом и наковальней. Постой. Между чем? Ладно, тебе определенно нужно отдохнуть. Передохни, а когда будешь готов, отправляйся на крышу старой военной базы на Милл-стрит и найди меня. Это весь квест? Слоупок, блин. Нет, это не весь квест. Господи. Тут еще это метро опять пропало с карты. Очередной раз. Яйца спорим, другое дело. Ну, смешные диалоги, смешные квесты. За сегодня уже сколько раз это было. И такое, и сякое. Заткнулись все. Ну не Заткнулись все. Осуждаю.
Арасаки сожрали. Слоупок. Чего ты так долго? Заблудился? Ой, только глянь на себя. Пыхтишь, задыхаешься. Не знал, что ты такой дряхлый. Это гонка или ты пытаешься превратить ее в драку? Тихо, тихо. Это гонка. Кстати, не хочешь поднять ставки? Скажем, 5-1. Согласен? Для меня это слишком большие деньги. Да ты что, у меня там 10 тысяч почти. Давай. Большие деньги. Поехали! Вот бы игра как-то, не знаю, подстраивалась под текущий бюджет игрока в игре. А то это забавно выглядит моментами. Как сейчас. Масса идти. Заплевали, заплевали. Ой. А, еще поговорить опять заново с ним. Наконец-то! Ой, только глянь на себя. Тихо. Да. Поехали! А в смысле спаси, помоги? Ой. А что такое? А что случилось? Где же слоупок? Чё мы просим о помощи? Такие бедные, несчастные. Красиво. Он яйца, да. Это что за бейсболист в броне? Я таких еще не встречал в зомбари. Да они сожрут тебя. Сейчас, как бы я еще не помер. Красота. А где этот броневик? Улетел вниз, походу. Красненький такой. Слоупок не боец, он слоупок. Именно так. Это новый мем. Эй, стоп. Э? Что здесь происходит? Бабель, ты жив? Вот придурок! Бабель? Ёб твою мать, да вы близнецы! Вот почему ты все время выигрывал.
Когда я начинал гонку с одним из вас, другой уже ждал на финише. У них же наклейки разные, точно. Я не обратил внимания Больше вообще. не такой тормознутый. Не поняли, что уже хватит. Стой. Мы неплохие люди, ясно? В смысле, мы не такие уж хорошие, но... В общем, каждый делает то, что умеет лучше всего, правда? А мы хороши в этом деле. Знаешь, мы пытались заняться чем-то другим. У нас не получилось. И мы залезли в долги. Да еще какие. И мы Вы должны их яйца. выплатить. Как раз 2. Значит, дурите людей. Никто не пострадал. Мы не бандиты. А то Слушай, он давай яйца заберешь как-то свою было ставку, и мы не разойдемся с камильфо, а миром, теперь 2 прям идеальный мем. 2 брата-близнеца. 2 слоупока, 2 яйца. Еще и в рифму, вау. Я хочу больше, больше. Хорошо. Но чтобы это было в последний раз. Обещаем. И больше никаких обманов. Ну-ну, Тупица, как ты умудрился попасться кусаком? тупица. Что, ты думаешь, это я нарочно? Успокойся. Яйца вы такие. Итак, еще один этот самый появился. Не знаю, может они иногда старые пропадают, которых я уже открывал, но они как бы заново появляются. Мне уже прям не нравятся мне вот эти вот вопросы, которые появляются постоянно из воздуха. Притом одни и те же, как будто бы. Так, но тут метро, я уже даже не буду к нему идти. Так, а игра, кстати, тут когда сохраняется? Когда я именно ложусь спать и все? Или еще когда-то? Потому что в меню вроде нет сохранения. Ну да, нет. Или при выходе оно автосохраняется тоже. А то я сейчас, не знаю, мне идти к кровати ближайшей сохраняться, или что, или как, или куда. Если выйдет шортс про яйца, то я лайк поставлю. В смысле? А если выйдет что-то другое, ты не поставишь. Осуждаю тогда тебя. Лайки не ставить, ишь ты. Семья, ты тут? Жду подтверждения. Бежать ли мне к кровати? Или так можно выйти? Хотя она и так тут рядом. Потом я еще вне стрима, если не забуду, сюда хочу вернуться. Там награду, я смотрю, не забрал. Потом сюда может. Еще куда-то может. Тут вопрос опять, блин. Короче. Что-то вне стрима, может, поделаю. Тут. Ну, ты слышал мой вопрос? Сохранение тут происходит только когда ложишься спать или когда просто выходишь в меню? Или еще где-то как-то? Обязательно ли мне бежать спать ложиться, собственно? Ну, тут я ставлю. Ну, я вижу, что один прибавился. Это молодец. А не тут, а на всем остальном не ставишь. Когда выходишь, все, тогда окей. Тогда я тут сейчас просто восстановлюсь и выйду. Так, пока не забыл еще только отмычечек сделать. Раз, два, три, хватит. Коктейлей пока нормально. Это вроде у меня есть. Да, 7 таких, и это все есть. Вилки вот так поставлю, все. Подготовленный. На следующий раз. По навыкам ничего. В следующий раз начнем сюжетки, наверное. У нас тут уже квестов очень мало осталось. Что-то будем доделывать. Сюжетные или побочные, если что-то еще останется. Я что-то вне стрима еще поделаю.
И будем смотреть, что дальше будет. Отправимся ли на новую территорию или еще нет. На сегодня все тогда. Я на этом маке, если не забываю, то ставлю. Ну смотри мне. Все, тогда спокойной ночи всем, да. Всем спасибо, кто был на стриме, кто активничал в чате, кто, может, молча смотрел его, в чате ничего не писал, кто ставил лайки. Отдельное спасибо всем, кто в записи, может, будет смотреть, тоже спасибо. До встречи, надеюсь, завтра на продолжении. На сюжете, наверное, уже полноценно. Но это не точно. И всем, да, еще раз удачи, спокойной ночи. И всем пока.